Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Раз, два, три. Раз, два, три. Судейское время 10 часов 15 минут. До старта первого открывающего осталось 10 минут. Time is 10:15. 10 minutes to start of first forerunner. Вот это звезда, как же не взять там, конечно. Не взять, не дать. Не знаю, я уже 5 дней дома не живу. Сейчас
Внимание, на наших соревнованиях сегодня присутствуют почетные гости. Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов, генеральный секретарь Международного комитета. And welcome to our Thailand guests. Он выведен через те сетки. Здравствуйте, дорогие друзья! Вторые игры Азии. В фокусе нашего внимания замечательная гора Югус, видная со всех окрестностей центра не менее замечательного города Междуреченска.
втиснутого между Томью и Усью. Один из российских и когда-то советских горнолыжных центров. 500 метров над уровнем моря возвышается вершина этой горы. Все те, кто сейчас интересуется и смотрит этот вид спорта, наверняка разными судьбами здесь оказывались. Ну, по крайней мере, ваш покорный слуга в свое время тоже провел несколько драматичных дней и недель на склонах этой горы, поскольку, повторюсь, здесь замечательная спортивная школа, здесь центр горнолыжной активности, здесь очень любят горнолыжный спорт и трепетно выращивают резерв этой дисциплины, а потому детские, юношеские соревнования здесь всегда были важным фокусом действия. Итак, первый день соревнований, гигантский слалом, классная сибирская, почти весенняя погода, минус 8 градусов, практически безветрие. Ну и вы видите, что со снежным покрытием все в порядке, трасса готова. Поскольку много десятилетий и эта спортивная школа принимает соревнования и город их организует, здесь уже приготовлены склоны для разных дисциплин и скоростной спуск, почти 1,5-километровая дистанция и гигантский слалом с таким удобным для подростков рельефом. 1200 метров слаломная трасса, вполне себе сочетающая и соревновательные задачи, и тренировочные задачи здесь тоже имеет место быть. Ну что, в стартовом протоколе сегодня у нас 33 девушки. Мы с вами следим за состязаниями атлетов в возрастной категории до 16 лет. В основном, конечно, это российские атлеты из разных регионов нашей страны. Белоруссия, Киргизстан, Узбекистан. Приехали сюда спортсмены из Таиланда. В заявочном протоколе есть спортсмены из других стран, и Таджикистан, и Афганистан. Все это объединяется под логотипом «Дети Азии», и турнир только разгоняется. И на старт. Желаем ему 5, 4, 3, 2, 1. удачного пути. Анна Супрун отправляется на трассу. Отправиться на трассу под первым номером. Сейчас пока открывающие работают на этом гигантском слаломе. Важный турнир для этих спортсменов. Безусловно, к нему готовились. У ребят вообще очень плотная жизнь, потому что это все-таки подростки, которые входят в жизнь и должны получать и обычное образование, и, безусловно, очень много амбиций в спорте. Хочется понять, что я умею, чего я могу добиться, где мои горизонты. И вот эта возрастная отметка 15, 16, 17 лет. Это, конечно, очень важная точка, как раз разворотная точка в принятии этого решения. Если у меня ресурсы для продолжения карьеры или нужно уходить уже и становиться профессионалом в другой сфере. Небольшой ветерок сейчас на дистанции. Номер 1 на старте. Жду команды. Ну что, 1 на старт. всем удачные дороги. 5, 4, 3, 2. Анна Супрун отправляется на дистанцию Уральский федеральный округ. Стартовали
участница под номером 1 Анна Супрун, Уральский федеральный округ. Итак, формат уже привычный нам. Это техническая двухпопыточная дисциплина. Трассы будут меняться. И время, показанное на этих дистанциях, будет складываться. И так определяется победитель. Во второй попытке ребята будут стартовать в обратном порядке. Классный сегодня очень цеплючий снег. И вы видите, что по свежему снегу нужно работать в таком хорошем балансе агрессивности и мягкости. «16 лет этой спортсменки». В общем, в целом этот баланс сейчас соблюден в низкой сбалансированной стойке. Она движется по дистанции. Старается не заваливаться ни вперед, ни назад. Минуту 09:32. Результат участницы под номером 1 Анны Супрун 69:32. Четыре спортсмена в этой команде будут выступать. Мария Лагузова из Москвы под вторым номером уходит на дистанцию. Лагузова, Москва. Поагрессивнее немножко начинает, старается накатом выходить из поворота для того, чтобы набирать скорость. Такая более выраженная угловая позиция, ну вот на этом мягком снеге, который, по крайней мере, отсюда, мне кажется, безусловно, хотелось бы это все видеть собственными глазами, пощупать собственными ногами, но из того, что видно здесь, на этом снеге эта агрессивность может дать такой амбивалентный результат. Или дать хорошее время, или мы увидим, что это слишком жесткая манера ведения лыж. Да, серьезно улучшает секунды Супрун. 2,6 снимает с результата предыдущей горнолыжницы. Немножко потеряла ритмотемп на последней четверти дистанции, но здорово, что в итоге дотерпела, хватило сил. Арина Протасовская из Беларуси уходит на трассу. Все это девочки-одногодки, ну, в зависимости от дня рождения, 15-16 лет, 2007 года. Чуть-чуть более аккуратно работает, старается идти помягче. Сборной России, к сожалению, не было возможности принимать участие на юниорском чемпионате мира, но юниорское первенство России в январе в Белорецке прошло. Возможно, по ходу действия у нас будет возможность поговорить о результатах этого состязания. Ритмично, вкрадчиво, мягенько идет по дистанции для того, чтобы добиться чуть большей скорости через аэродинамику. Встает в нижнюю позицию, в стойку. Ну, тут можно было бы и повыталкиваться, тут можно было бы и повыше работать. 1:11:17. Почти 5 секунд отставания от Марии Логузовой. 71:17. Дарья Герасина, местная кузбасская горнолыжница. Ну и вот начинает выдавать такие классные выраженные угловые позиции для того, чтобы пораньше лыжа подцепилась носочком за снег.
Старается распределить давление между двумя лыжами, чтобы на этой мягкой поверхности все-таки не склон Кубка мира, который залитый и вскопанный, готовились теми методами, которые были. Так вот, на этой мягкой поверхности добиваться как можно более мягкого скольжения. Но здесь у нее получается как раз чуть-чуть увеличить аэродинамику, но при этом выталкивается. Молодцом. 1:08:73. 2 секунды дефицита. Вот здесь она немножко припоздала в красный и дальнейший синий створ. The result of bib number 4 is 68.73. Ну, хоть и недовольны собой, но с эмоциями будет возможность справиться в перерыве между попытками. Варвара Погудина из республики Саха. Ну вот это уже абсолютный вызов для горнолыжницы. И снег, и статус соревнования, и трасса. Продолжать или как? К сожалению, не справляется с прежде всего с траекторией, попросту не умещается. Ну, сначала в этот красный створ, потом в синий. Да, подростки – существа эмоциональные очень. Иной раз существенный разброс между тем, что подросток может сделать на тренировке, и тем, как он выступает здесь и сейчас во время соревновательного дня. Ксения Подлипчук, представляющая Башкортостан, в Уфе, в Белорецке. Очень сильная горнолыжная школа. Подскажите, номер 5 не финиш? Так, например, большая часть спортсменов, которые сейчас здесь выступают на Играх Азии, они с большим уважением относятся к календарному соревнованию. Трофей Людмилы Кедриной, замечательной горнолыжницы из Белорецка, которая многократно выигрывала чемпионат Советского Союза, была призером чемпионата Европы. Абсолютно фантастическая по своей стабильности и эффективности горнолыжница. Потом возглавляла горнолыжный парк Охта в питерском регионе. Это лишь один из флагманских атлетов Башкортостана. Ну что, посмотрим, Bib number 6. как сейчас приготовилась к этому, может быть, не центральному турниру сезона. Все-таки конкурирует с первенством России это соревнование, но все равно очень-очень важное. Агрессивно начинает. Вы видите, что трасса действительно очень ритмичная. Склон тоже, как я уже отметила, идеально подходит для подростков. Такой сбалансированный по уклону, сбалансированный по профильным элементам. Здесь нет каких-то вызывающих по сложности слепых мест или резких смен профильного уклона. Так что трасса просматривается далеко, можно планировать свои движения. Итак, минута 06:10. У нас новый лидер. Участница под номером 6, Ксения Подлипчук, 66-10. Result of bib number 6, 66.10.
Валерия Гаврилова отправляется на дистанцию, представляет команду Киргизстана в Каракольском регионе. Сейчас там развивается горнолыжный курорт. Он всегда там был, и даже в советские времена. И мы туда ездили тренироваться. И это был замечательный ледник для летней подготовки. Сейчас же он потихонечку отцивилизовывается. Ну и местные спортивные школы важно подкрепить методически для того, чтобы и ребятки там тоже росли эффективными атлетами. Пока мы видим такое очень добротное, вкрадчивое катание, что называется, на доработку, на финиш. Естественно, для того, чтобы работать на скоростях, чтобы получать вот это пресловутое резаное скольжение, ведь с биомеханической точки зрения что нужно? Нужно прогнуть лыжу, нужно поставить ее на кант, тогда получается чистая резаная дуга. Так, 1:22:92. И только так лыжа удержится на этой дуге под воздействием центробежных сил. Так вот, чтобы иметь возможность так работать, нужен большой накат, нужна уже мышечная сила вполне себе существенная, соответственно, тренировочный объем требуется. Все это сводится к такому затратному тренировочному процессу, который не все центры подготовки могут обеспечить. Марьяна Бондарева выходит на дистанцию. Чистенько работает, невзирая на свою субтильность. Вот то, что называется, техника сложилась. За счет нее она управляется с лыжами. Чистой силушки может не хватить. Но, смотрите, на чистоте она демонстрирует сейчас лучшие секунды. Результат Марьяны Бондаревой. Минута 0,5. 65-85. Time of bib number 8. 65.85. 5, 4, 3. София Гусарова из Сибирского федерального округа отправляется на трассу. Bib number 9. Gusarova Sofia is on course. Siberian Federal District. Ну вот здесь прямо выдающиеся технические характеристики. Такая Джулия Манкузо в реинкарнации. Классная работа. Хватает ей мышечной массы для того, чтобы и провести лыжу по дуге, и закончить поворот с ускорением. Очень неплохой действенный спуск. Но вот здесь, похоже, подцепила древко. Или, ага, это палку просто уронила. На темляке она на запястье оставалась. У нас новый лидер. 47 сотых секунды она снимает со времени Марьяны Бондаревой. Time of bib number 9. 65.42. 5, 4, 3, 2, 1. Софья Решетник сменяет ее на дистанцию. Также уральская спортсменка.
спокойно начинает, расталкивается. Ну и вот здесь, на более крутом отрезке, начинает уже более интенсивную работу. У девчонок сейчас внутрикомандная заруба. Мы видим, что и та, и другая очень хорошо выкатаны, очень уверены в себе. Решетник, победительница супергигантской гонки на прошедшем чемпионате России среди юниоров. Ну, такая своеобразная у нее техника. Опущенные ручки, открытый корпус. Посмотрим, как в супергиганте она будет выглядеть. Там все-таки нужно сочетание аэродинамики и мощи. 4 вида программы здесь на этом турнире. Будет задействовано слалом, гигант и супергигант, командные соревнования. Секунда и 74 отставания от Софьи Гусаровой. Много. Ну, мы теперь знаем, за счет чего это отставание сформулировано. Александра Савенкова отправляется на трассу. Мощная, атлетичная спортсменка из Белоруссии. Аккуратненько начинает в закрытой стойке. Ну и в слишком закрытой, потому что сейчас, когда она преодолела перегиб, прямо совсем клюнула плечами, передавила носочную часть лыжи, и носок прямо зарезался о свежий снег. Участница под номером 11 Александра Савенкова не финишировала. Вот это вот гиперфронтальная позиция плечей заставила завалиться на внутреннюю ногу. К сожалению, прекратить в этой позиции тела поворот, переложиться на другую ногу было уже невозможно. Олеся Жукова. Участница под номером 12 Олеся Жукова, Дальневосточный федеральный округ. Очень сильная, я даже не знаю, команда, подразделение Дальневосточный федеральный округ. Это все-таки и Петропавловск, и Елизово, и южно-сахалинские спортсмены. Они очень серьезно относились к подготовке к этому турниру. У них был отбор в Южно-Сахалинске. У них был сбор целый двухнедельный, подчиненный именно интересам доводки формы к нужным кондициям. Там были лыжные тренировки и ОФП тренировки. Ну и перед поездкой сюда, в Междуреченск, они как раз выступали на трофее Кедрины и на чемпионате России. Секунду и 8 проигрывает Александра Савенкова 67-22. Софье Гусаровой. 5, 4, 3, 2, 1. Стартовала участница под номером 13 Альбина Попок, Республика Саха, Якутия. Альбина Попок, представляющая Республику Саха, как и ее партнер по команде, здесь заявляется за тем, чтобы получить опыт, за тем, чтобы продемонстрировать, что и в столь далеком регионе нашей страны горные лыжи тоже развиваются. Пока так. Мы с вами видим контрасты между исторически устоявшейся школой. Камчатка и Дальний Восток всегда были одним из эффективнейших центров горнолыжного спорта в Советском Союзе и в России. Сейчас это, если угодно, целая индустрия. Ну и есть регионы с только зарождающимися традициями горнолыжного спорта. Все-таки страна наша развивается неравномерно. Тенденции
сейчас вот такие. Так, едьте, пошли. 15 лет этой спортсменке. Финиширует с решением своей задачи. Просто отработать до старта и до финиша без грубых ошибок. 5, 4, 3, 2, 1. Марш! Софья Хамитова Участницы под номером 13 Альбины 88-51. представляет Башкортостан. Мягенько преодолевает перегиб. И здесь очень в рабочем ритме старается ехать по крутику. Ну что, все получилось. Она сохраняет рабочую траекторию, не потеряла в высокой линии. Софья Хамитова стала призером комбинационных соревнований в Белорецке на своей домашней горе. Проходило первенство России 23 года. Так что одна из самых сильных спортсменок Российской Федерации. Ну, по крайней мере, в этом возрастном сегменте. Одна 0,8-16 и 2,74 проигрывает она Софии Гусаровой. Софьи Хамитовой 68-16. Златослава Титко из Уральского федерального округа. Преодолела перегиб, выходит на крутой отрезок дистанции. В хорошем балансе. Вроде как аккуратненько едет, но и агрессивности тоже старается добавлять, не засиживаться в конце поворота. Но это то, что ей еще предстоит отработать и выучить. То есть финальная точка поворота, как не блокировать лыжи, как наоборот их ускорять при перекладывании с одной ноги на другую. Ну, у подростков этот процесс складывания рабочей координации, он очень по-разному идет. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Мы знаем, что образчик гигантского слалома, наверное, это Тед Лигетель, Марсель Хиршер и многие международные мальчишки и девчонки много просматривали видео в исполнении этих спортсменов. Другой разговор, если у тебя конституциональные характеристики, такую технику на себе применять. Берем паузу. Time of beep number 15 is 69.81. Ну что, лидирует Софья Гусарова. Меня абсолютно впечатлил ее спуск, невзирая на то, что это все-таки 15-16-летние девчонки, но такая уже совсем сложная техника.
Дальше, что называется, только в степенях ее можно умножать, а фундамент великолепный. Гонка продолжается. Арина Емелькина уходит на трассу. Местная горнолыжница. Кузбасский регион, он большой. Ну, безусловно, Междуреченск один из центральных. Одна из центральных школ этого региона, но там есть еще и Новокузнецк, и Томск. Хватает физической силы для того, чтобы не потерять ритма до конца дистанции. Видите, что небольшая травма колена есть. На правом колене брейс надет. Немножко теряет траекторию на финише. Но придираться к этому не стоит. Это, в общем-то, не грандиозные там 2 метра, а какие-то сантиметры. Больше 3 секунд она, тем не менее, проигрывает Софье Гусаровой. Time of bib number 16 is 69.18. 5, 4. Варвара Варич отправляется на дистанцию. Серебряный призер первенства России в гигантском слаломе. Bib number 17 is on course for Varvara Varic from Moscow. Посмотрим, как она сконцентрировалась на этот старт. То, что она к нему готова и физически, и технически, это и так понятно. Сейчас вопрос концентрации и, скорее, психологической готовности. Собственно, ту отметку, которую задала Софья Гусарова. Для того, чтобы ей соответствовать, нужно пройти такой агрессивный, безошибочный спуск. Потеряла линию сейчас, но быстро вернулась на соревновательную траекторию, более оптимальную. Но все же быстрее было бы, если бы апекс поворота сместился на метр, как минимум 1,5 выше. С атлетизмом все в порядке, но вот эта потеря линии все-таки стоила времени. 0,13 секунды проигрывает Варич Софье Гусаровой. Пока это второй результат. Альмина Ибрагимова из Киргизстана. Ну, не самое время здесь становиться в стойку скоростного спуска. Не это определяет скорости на гигантском слаломе, особенно на крутых отрезках дистанции. Здесь важно то, о чем я уже говорила, именно такое резаное скольжение, которое достигается угловым положением корпуса, то есть как можно больше задавливать колено. Соответственно, чтобы это обеспечивать, нужно откренивать корпус, нужно еще и небольшое вращение вокруг вертикальной оси, для того, чтобы была вот эта динамика продавливания лыжи от носка до пятки. Ну, может быть, вы скажете, дети соревнуются, о чем вы говорите, но это именно то, что в этом возрасте и встраивается в биомеханику горнолыжника, в его координационные привычки. Вот как пианист ставит кисть, так спортсмены в детстве должны поставить все эти основополагающие технические характеристики. То есть вот в этом возрасте то, что делает Гусарова и Варич, это уже должно быть абсолютно устоявшейся координационной моделью, по сути. Технику мы ставим значительно раньше, там 11, 12, 13 лет. 14, может быть. Дальше мы ее просто уже так дотачиваем.
Больше 18 секунд проигрывает Альмина Ибрагимова. Арина Мокина, представляющая Уральский федеральный округ, сейчас на трассе. Отпускать уже лыжки можно здесь, потому что крутяк заканчивается. Здесь трасса выполаживается. Да, еще там целый такой траверс направо. Этот кусок междуреченского склона, он в детстве кажется каким-то нескончаемым. Ноги в этот момент уже горят. Уже на сплошной терпешке доезжаешь дистанцию. Ну а что делать? Такова реалия гигантского слалома. Поэтому мы и говорим о том, что мышечный корсет очень важен, особенно если ты делаешь ставку на гигант. Это, на мой взгляд, самая атлетичная дисциплина. Слалом все-таки он больше на ритм, больше на какую-то быструю динамичную координацию. Супергигант – это больше по радиусу повороты, где все-таки есть та фаза, где тело перекладывается с поворота в поворот и происходит разрядка, можно отдохнуть. А вот в гиганте все на контах, все подчинено набору скорости, и отдыхать тут негде, поэтому закисление происходит очень быстро. Виктория Маликова из Москвы. Разделила третье место с Кирой Власовой в специальном слаломе на первенстве России. Зацепила сейчас древко, потеряла рукоятку палки. Ну, здорово не растерялась, пыталась ее подхватить, не получилось. Тут уже просто встает в стойку. Видите, что это такая достаточно распространенная история у спортсменов. Секунду и 7 она проигрывает. Напоминаю, что действующим лидером является Софья Гусарова. Участницы под номером 20 Виктории Маликовой 67-12. Time of pin number 20 is 67.12. На старте номер 21. 14-летняя Екатерина Позднякова, местная кузбасская горнолыжница, уходит на дистанцию. Так серьезно ее и готовили, и мобилизовывали перед этим спуском. Ох, потеряла она сейчас траекторию, начинает с запозданием работать. Очень специфическая техника, такая мягкая фаза перекладывания из поворота в поворот. Ну, наверное, когда обстоятельства складываются позитивно и она на высокой дуге, это приносит хороший результат. Если вдруг она теряет вот эту рабочую высокую траекторию, то тогда это становится уже затратным стилем. Не получается набирать скорости, а наоборот, идут существенные потери. 3,5 секунды проигрывает Гусарова и Позднякова. Дарья Косолапова, медалистка первенства России в специальном слаломе. Напомню, в январе проходили точнее, в феврале проходили эти соревнования в Белорецке. Ну и вот куда более расслабленное катание, она более уверенно себя чувствует, техника более автоматически сложена. Это, конечно, отображает хороший
устойчивый навык, насколько это возможно в нынешнем возрасте. Что я имею в виду, когда я говорю про высокую или запоздалую линию, траекторию? Ну, дело в том, что есть некий эталон. Да, у нас есть вот эта линия пересечения створа, и когда мы видим эталонное катание, то все, вот апекс поворота, то есть решающая, самая силовая точка поворота, она должна как минимум сочетаться, синхронизироваться с этой линией пересечения. Ну, просто потому, что спортсмену нужно время для того, чтобы переложиться на другую лыжу, чтобы зацепиться за снег, начать новый поворот, да, иначе, если эта точка будет, вот силовая точка поворота, так называемый апекс, если она будет сильно ниже, чем ниже эта точка от линии пересечения створа, тем больше воздействия центробежных сил на спортсмена, компрессионных сил, ему нужно больше тратить сил на окончание поворота, на начало нового. Ну и тем раньше он по дистанции устает, тем меньше сил у него остается на последней части трассы. Ну и кроме того, вот этого экономичного скольжения, так, чтобы траектория была близко к флагу и чтобы лыжи не становились поперек склона, в случае запоздалой траектории добиться не получается. Петрова финиширует почти с 5-секундным отставанием. Яна Полянская 14. Time of bib number 23 is 70:14. выступает за Сибирский федеральный округ. Второго участника под номером 24 Яна Полянская. Федеральный округ. Bib number 24 is on course. Классная работа. Вот здесь многие затыкаются на этом красном створе. В конце крутика здесь начинает выполаживаться перед заходом на следующий перегиб. Она встает в стойку. Ну что, в целом, по динамике очень классный спуск. Да, было несколько потерь по траектории. 5-й результат. Секундное отставание от Софьи Гусаровой. Результат участницы под номером 24 Яны Самира Аматова 66-43. выступает за команду Киргизстана. Аматова, Кыргызская республика. Time of bib number 24 is 66.43. Bib number 25. Ну вот так выглядит в ее исполнении вертикальная работа. Опять же, что такое вертикальная работа? Это точка начала следующего поворота, когда одна лыжа, ведущая лыжа разгружается и загружается лыжа, на которой пишут очередную дугу. Спокойно идет на доезд. Тяжко уже даются последние створы, последние метры дистанции.
А время участника на финише не остановилось. Номер 25. Ну, надеюсь, здесь есть система дублирующего хронометража, которая в случае сбоя основной системы все-таки подхватится и будет давать нам результаты. Софья Гончаренко сейчас на старте. Надеюсь, спокойно относятся к этим паузам. Работает ручной хронометраж. Сейчас отправим данные со старта и с финиша отправим. Да, конечно, хотелось бы, чтобы все шло штатно и гладко. Но когда ты по рации слышишь о том, что именно на тебе электронный хронометраж накрывается медным тазом и будут тебя фиксировать по ручному секундомеру, ну, это сразу запускает такую эмоциональную реакцию. Важно от нее абстрагироваться, сфокусироваться только на той работе, которую тебе предстоит сделать. Да, красные наши куртки. Там, пожалуйста, мужчина. Пять, четыре, Ну, вот вы все слышите по аудиодорожке. Софья Гончаренко, Под номером 26 Софья Гончаренко, Дальневосточный Дальневосточный федеральный округ. Гончаренко София, number 26 is Елена from Литвинова Far East Federal District. работает с этой группой спортсменов. Ну и вот там как раз организован такой очень затратный рабочий процесс, комплексный, который включает в себя и лыжную подготовку, и вообще физическую. Стараются тренеры и понимать, что такое психология подростка и как к нему лучше поступиться и как лучше справляться с тренерами. В общем, только можно поаплодировать такой приверженности. Ритмично, добротно. Отпускают ли лыжки для того, чтобы добиться оптимального скольжения? Мой ответ нет, но посмотрим сейчас по времени. Да, 1:08:89, 3,5 секунды отставания. Результат участницы под номером 26 Софья Гончаренко. 68. Мария Пичугина из Участница под номером 27 Мария Пичугина из Бан. здешнего региона выходит на дистанцию. 68.89. Здесь главное не бояться на максимальном градиенте склона, работать агрессивно, заранее обеспечивать высокую траекторию. Но, к сожалению, она настолько агрессивно перешла в атаку, что зацепила флаг и быстро слетает с дистанции. Надеюсь только, что плечо не травмировано. Забавно смотреть прямую трансляцию, видеть, как девочки смотрят эту же трансляцию по телефону, слышать свой же голос. Ну да, ладно, здорово, что... На старте номер 28. Мария Пичугина встает, что она в добром здравии. Надеюсь, что от шока она быстро оправится. Соревнования только начинаются. Впереди еще и слалом, и супер-джи, и командные состязания. 28 Анна Гуденко.
Анна Худенко, представляющая Киргизстан. Мария Бичугина финишировала. Bid number 27 did not finish. Bid number 28, Анка Анна from Kyrgyzstan. Высокая, способная к силовому катанию, но эту способность еще, безусловно, технически надо огранять. Опять же, всего этого мы желаем киргизской горнолыжной школе. Слава богу, горами страна не обделена. Ну и методики сейчас тоже все известные. Тренерские кадры тоже подлежат тренировке и воспитанию. Так что мы живем в открытом мире. Главное ставить задачи и их решать. Ну, так в своем ритме утюжит Корс Анна Худенко. Финиш 1:19,7 секунды проигрывает Софье Гусаровой достаточно много. Результат участницы под номером 28 Анны Худенко 79-70. Мария Мичелова из Башкортостана. Мария Шишилова, Республика Башкортостан. Time of bid number 29. Time of bid number 28. 79.7. Bid number 29 is in course. Maria Selova. Классный ритмотемп задает. На этом ритме она проходит весь крутяк, пока не теряет траекторию. Чуть срывается конец поворота, но в целом пока она держится хорошего балансированного спуска. Здесь на перегибе немножко вытеснили ее центробежные силы, но снова возвращается на экономичную траекторию. Классный спуск для подростка. 1:08,43 балла. Понятно, что все подростки-максималисты найдут к чему придраться, но за оной себя нужно похвалить. Алика Аюпова из Москвы. Time of bid number 29 is 68.43. Bid number 30, Alika Ayapova is on course from Moscow. На хороших углах работает, выталкивается в конце поворота. И это уже близко к лидерскому спуску, по крайней мере, по исполнению. Ну а дальше, как она выдержит вторую половину дистанции, как там тренер лыжки подготовил. Сегодня это тоже будет важно. Ох, вот здесь она теряется. Это закрытый створ. Там многих выбрасывает на запоздалую нижнюю траекторию. Но стиль ее катания позволяет это все быстро купировать. Толкаться, 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 не засиживаться здесь. 1:08,77 секунды. 3:35 отставания от Софьи Гусаровой. Позитивный очень спуск. Ну да, я рада, что и она тоже довольна своим выступлением. Кристина Токаренко из Сибирского федерального округа. Мы видим, такая мышечно хорошо тренированная барышня. Ну а как технически на сегодняшний день она способна выложиться, что продемонстрировать. Вот это уже вопрос следующих 60 секунд. Бронзовый призер первенства России в супергиганте представляет Красноярск. В комбинации она тоже выиграла на белорецком чемпионате России среди юниоров.
так скорее спокойно начала этот курс. Вот сейчас усиливает атакующий импульс. Будет ли развитие этого импульса к финишу? Будет ли там максимальный силовой фактор? Посмотрим. Подвисает немножко в конце поворота. 1:08:50. Много проигрывает. 3 секунды Гусаровой. Софья Денисова. Уральская горнолыжница. Выходит на крутой отрезок. Ну и тут все правильно делает. И плечко внутреннее вперед выставляет, чтобы лыжа с носка подцепилась. Общих угловых положений, может быть, в степенях чуть-чуть не хватает. Но в целом именно наметки технические очень верные. Просто их важно довести до ума, до хорошего автоматизма. Старается помягче идти, чтобы на уже начинающейся разбиваться трассе не терять времени на этом микрорельефе. Ну, эта мягкость тут вот, когда склон выполаживается, уже выходит боком. Теряет она скорость, точнее так, она ее не может усиливать в конце поворота. 5 секунд отставания от Софьи Гусаровой. 33. 5, 4, 3, 2, 1, go! Результат участницы под номером 32. Фичапорн Типкерсорн из Таиланда. Совсем недавно мы с вами наблюдали за чемпионатом России, за чемпионатом мира, планетарным чемпионатом, и большущая когорта вот таких экзотических стран там была представлена. Так что здорово заметить, что и резерв они тоже развивают. Утюжит право-лево. Здесь задача финишировать 2 попытки без крупных сбоев, без падений. Просто за тем, чтобы получить этот опыт, просто за тем, чтобы получить формальное подтверждение, что задача отработана. Вот уже еще очень социальный опыт важен. Предпринять вот это длиннющее путешествие из Таиланда на Кузбасс для того, чтобы оказаться вот в такой среде, в среде подростков, близких и по духу, и по профессии. Это так очень расширяет мировоззрение. 34 секунды отставания. И классно, что приветствуют овациями Софья Гусарова, Варвара Варич, Марьяна Бондарева пока лидируют в этом заезде. Time of lead number 33 is 99.56. Первый заезд, словами гиганти у девушек, окончен.
Возвращаемся на склоны горы Югус, что в Междуреченске одна из исторически самых важных, самых старых площадок развития горнолыжного спорта в нашей стране. Безусловно, один из самых важных промышленных регионов нашей страны. Поддерживает, обеспечивает жизнеспособность этой школы, этого курорта. Курортом можно ли его назвать? Ну да, конечно. Здесь какой-то уже набор трасс, 2 подъемника, гондола через реку построена, как вы видите. То есть не только спортивные, тренировочные, соревновательные активности здесь происходят. Безусловно, тут могут и оздоровляться, и получать эмоции и все жители Междуреченска. Ну, а мы сегодня встречаем вторые игры «Дети Азии», их горнолыжную итерацию. Первый день посвящен гигантскому слалому. 40 человек, мужчин, подростков, точнее, до 16 лет в заявочном протоколе этого первого соревновательного дня. Всем удачи! Безусловно, нервозность есть. Наряду с первенством России это наверное, второй по важности турнир. Хотя, повторюсь, все-таки вот эти 15-16-летние подростки – это такие существа, которые на каждый старт собираются как в космос. Я предупреждал. Здесь. Достаточно обширный календарь детско-юношеских соревнований в нашей стране, и, слава богу, и в мире. Наверное, топовым турниром для подростков является пресловутый Трофео Тополино, такой неофициальный чемпионат мира для юниоров до 16 лет. Ну, я не очень, на самом деле, знаю, существует он или нет. Формально вообще этот турнир, он был в 50-х годах, в конце 50-х, там, 57-й или 58-й годы создан и проспонсирован Уолтом Диснеем, корпорацией Диснея. И он включал в себя, ну, прежде всего, горные лыжи, а потом список дисциплин Трофео Тополино разросся до 3 десятков. Там было футбол, и хоккей, и теннис, и все на свете. И плавание. Но Дисней со временем потерял к этой миссии интерес. И с 2016 года, по крайней мере, формально и системно он отказался от этой спортивной серии, сославшись на то, что он может воздействовать на ключевую аудиторию, на подростков через другие каналы. О, боже мой, неужели соцсети? Ну вот, это очень, мне кажется, говорящая тенденция, когда в прошлой жизни мы лояльную аудиторию через спортивные активности мобилизовали, а сейчас через идиотизм интернетовский. Ну ладно, на смену одного формата приходит другой формат. Если закругляться в отношении Трофео Тополино, кубок мышки, то жаль, конечно, если он канет в лету, потому что совершенно фантастические горнолыжники из него вышли. И Жерар Дели, и Бенни Райх, и Денис Карбон, Линдсей Вонн, Бит Фёйц, и так далее, и так далее, и так далее. И Шифрин, и Лара Гуд с Хенриком Кристоферсоном. Кто нам мешает? Возможно, со временем нечто похожее организовать для, ну, не знаю, для планетарной или спортивной аудитории, или для какой-то региональной, субконтинентальной аудитории. Бог ведает. Важно создать платформу, приверженно ее организовывать, холить или лелеять, да, вот свой садок, нужно за ним ухаживать.
делать все, что требуется для того, чтобы было хорошо и удобно. Там телетрансляции, оборот информации, соответственно, промо. И тогда люди будут подтягиваться. Итак, ребята начинают свое выступление на той же самой трассе, немножко в более разбитом виде она им сейчас предоставлена. Абделазада Икрамидин из Таджикистана тоже зацепился за флаг, потерял рукоятку палки, сейчас возвращается в привычное для себя состояние, финиширует Даниил Иерусалимов. Его сменяет на дистанции. Второй участник под номером 102 Даниил Иерусалимов, Узбас. Результат участника под номером 101. Ну вот здесь уже скорости повыше, здесь уже техника послаженнее. Ну вот смотрите, насколько быстрее происходит смена ведущей лыжи, смена поворота, насколько в этот момент эффективно он работает по обеспечению высокой траектории. Пока у него получается ее держаться. Классная школа Междуреченска. Безусловно, за те многие лета, которые она существует, она открылась в 1965 году. И обучалась там в районе 300 детей. Отсюда выросли сильнейшие, известнейшие российские, советские горнолыжники. Насколько я помню, Сергей Майтаков, совершенно уникальный российский горнолыжник, он тоже отсюда. 2, 1, марш. Третий номер этой гонки Эдгар Бегларян, выступающий за команду Армения. «16 лет этому спортсмену. Или уже есть, или еще только будет. Такой достаточно легкий, миниатюрный спортсмен. Не знаю, станет ли гонщиком, или это его временное увлечение. Пока, да, с потерей высокого радиуса, но он все-таки продолжает работать на дистанции. Много чего не хватает, и силушек, и технической слаженности. Все-таки горнолыжный спорт, он почему такой дорогой, почему такой хорошо оплачиваемый, потому что это супер многофакторная дисциплина. Здесь важен этот навык, который тренируется часами и часами очень дорогостоящих тренировок. Ну, сами представьте, там, посчитайте смету часа тренировки в горах. Это канатка, это гостиницы, это лыжи. Технологический фактор тоже играет огромную роль. ОФП, безусловно, супер важная по уже озвученным причинам. Кирилл Новопашин, представляющий Уральский федеральный округ. Ну, опять же, мы видим совсем другое контрастное катание, тоже уже скоростное, более атлетичное, чем у предыдущего лыжника. Чуть подвисает в конце поворота. По этому фактору наверняка уступит Даниилу Иерусалимову. Но мы видим, что в целом ребята справляются с нервами. Процент тех, кто не доехал, критически мал.
Но вот так гиперконтролирует свою стойку. С этим фактором нужно разбираться, потому что контроль настолько серьезный, что он блокирует скольжение. Если бы выпускал лыжки, то набор хода приносил бы большие плоды. Пока сейчас проигрывает 84 сотых Иерусалимову. Участник под номером 105 Денис Конюхов. Следующий участник Денис Конюхов, представляющий Киргизскую республику. Здорово, что сюда привезли такие полнокровные составы. Эти команды бывших союзных республик. Подзапаздывает немножко, но импульс боевой, это видно. Вот здесь ключевой блок поворотов, правый двойной, дальше закрытые красные. В порядке совершенно справляется с этой комбинацией. Ну и последняя предфинишная вытяжка, она поположе будет, но очень-очень рабочая. Здесь ни в коем случае нельзя подвисать пассивно, нужно расталкиваться. Результат участника под номером 105 Дениса Конюхова 78-67. Будем ориентироваться на информацию, поступающую с арены. Похоже, снова неполадки с хронометражом. Приветствуем Тимофея Кильдюшкина, выступающего за Башкортостан. Бронзовый призер первенства России в специальном слаломе. Под номером 106 Тимофей Кильдюшкин, Республика Башкортостан. Bib number 106, Timothy Kildushkin is on start. Ну да, уже небольшие ямы, небольшая колея. Она видна. После девчонок она скорее такая запоздавшая. Сопротивляться ей уже становится трудно. Хочешь пораньше начать поворот, пораньше его закончить, а тут лыжи ловит эта яма и стягивает тебя туда, поэтому спуск за спуском эта задача будет становиться все труднее. Задача имеется в виду сохранение оптимальной высокой траектории. В хорошей комбинации атлета и технический фактор присутствует, и сил хватает. Ну и вот на технике он пока выигрывает. Она 0,532. Результат участника под номером 106 Тимофея Кильдюшкина 65-32. 5, 4, 3, 2. Александр Воробьев сменяет его на дистанции. 65.32. Выступает за республику Саха. Стартовой участник под номером 107 Ну, девочки этой команды были скорее аккуратницами. Он же добавляет агрессивности. Ну и, к сожалению, ловит его крутичок, заваливается на внутреннюю лыжу, падает, но быстро восстанавливается. Как-то так удачно по касательной это падение проходило, что он не потерял створа, быстро вернул себе палку и продолжает заезд. Молодец, боец! Конечно, очень трудно работать после таких сбоев. Там мысли роятся про то, а надо ли это, а не все ли потеряно. Вот я такой рассекой. При этом со стороны тела уже идут сигналы. Мы ужасно устали уже, давай все это прекратим и сбросим. И тут, конечно,
настойчивость, характер очень нужен, чтобы довести дело до конца. Наши Результат участника под овации. номером 107 Молодец. Александра Воробьева 78-04. Стартовал участник под номером 108 Булат Хаймурзин, Республика Татарстан. Булат Хаймурзин из Республики Татарстан выходит на трассу. Немножко напряжен, но старается выкатываться, выталкиваться. Все-таки напряжение взяло свое. На крутике обычно так происходит. Все-таки это такой требовательный отрезок склона, где, да, нужно обеспечивать четкое сцепление лыжи со снегом. Миндальничать ни в коем случае нельзя, но и застревать в точке перекладывания из поворота в поворот тоже опасно. Ну и потом, когда идет вот это вот напряжение, страх ошибиться, человек начинает себя гипер-гипер контролировать, чтобы не допустить ошибку, то тогда, к сожалению, происходит самоблокировка движений. Они уже не могут складываться бесшовно. И вот такие затыки происходят. Ведь здесь, смотрите, он все видел, он глазками ушел к этому красному створу и корпусом подался уже туда. Вот ноги, они как будто бы ему не принадлежали, они как будто бы какую-то свою историю другую совсем проживали. И горнолыжники часто это описывают, что я хочу, чтобы ноги делали одно, но они делают совершенно другое. Это вот как раз следствие гиперконтроля, когда атлет очень нервничает и боится ошибиться. Следующий спортсмен на дистанции Марк Степанян из Москвы. Я уже даже не упоминаю возрастов, потому что это 15-16-летние все спортсмены. Ну, коль скоро они у нас в едином зачете, в одной категории, то и смысла их дифференцировать особенно и нет. Московская команда стала серебряным призером первенства России в микстовых командных соревнованиях. Очень неплохо. Секунда 0,6-23. Меньше секунды он проигрывает. 5, 4, 3. Результат участника под номером 109 Степанян Владислав Юревич, один из фаворитов этих соревнований на трассе. Третий в гигантском слаломе на первенстве России. Чемпион России в специальном слаломе представляет команду Красноярска. Ну и в составе смешанной команды он тоже получил золотые награды. Красноярцы выиграли этот командный зачет. Ну, смотрите, как ритмично, как сил ему хватает на удержание этого и ритма, и скорости. Здорово чувствует лыжу, то есть объемов тренировочных ему хватило. Опять, все время толкую про объемы, потому что подростки этого возраста, повторяю, они перегружены. У них спорт сочетается с учебой. 1:05:24, 8 соточек он снимает со времени Кельдюшкина. Пять, 4, 3, 2, 1. Марш! Тимур Царьков, еще один претендент. Ну, тут прямо заруба пошла у
уже известных друг другу соперников. Серебряный призер в слаломе чемпионата России. Участник под номером 111. Выиграл он гигант, Дальневосточный федеральный округ. выиграл комбинацию, так что с 3 медалями он уехал с первенства России, которое проводилось в Белорецке. Is on course. Ну, не знаю, смотрел он или не смотрел работу предыдущего участника. Кто-то любит, кто-то нет этим заниматься. С запозданием в конце поворота движется по трассе. Такой немножко рассинхрон виден. Когда траектория настолько запоздалая, все время ощущение, что трасса очень мала, как будто узкая, как будто не по размеру. 88 сотых в плюсе, 4-й результат. На старт. 5. Результат участника под номером Никита Скуратович из белорусской команды отправляется на трассу. Хорошо разгоняется. Первые несколько поворотов и выход на крутой отрезок. Time of bid number 111, 66.412. Bid number 112 is on course. Kuratowicz Nikita. Такая скорее слаломная, так, гожая для слалома техника. Используется им здесь в гиганте. В гиганте нам, ну, не то чтобы нужно использовать чуть больше вертикальное движение, хотя бы укол палками более обозначенный, но это точно бы помогло. Мы вообще ни за какие догмы не топим, но мы все время ссылаемся на то, что биомеханика наша подруга, потому что она позволяет ехать быстрее. Ну, посмотрим, как он самовыразится на слаломе. Там это, вероятно, будет так накатисто, нажористо. Минута 08:09, 4 секунды отставания от времени Владислава Юревича. результат участника под номером 112 Никиты Скуратовича 69:15. Стартовал участник под Матвей номером Лесков, 113 Матвей Лесков, представляющий Дальневосточный округ. Time of bid number 112 is 69.15. Bid number 113, Leskov Matvey, is on course. Начинает терять траекторию, пылит. Подняться бы ему по линии там на метр выше было бы очень круто, потому что мы видим сильный, тренированный спортсмен. Пока он вынужден форсированно с этим справляться, забрасывая лыжи в каждый новый поворот. И, конечно, это лишает его резаного скольжения и оптимальной скорости. Ну, вот здесь совсем его уже начинает вытягивать на снежную отработку, особенно в правом вираже. 0,679. Да, вот просто как будто бы поднять всю траекторию на 1,5 выше, и цены бы ему не было. Никита Ивлев. Республика Саха. Ну, тут и гонщик тяжелый, и ехать ему будет тяжеловато по этому убористому, весьма плотненькому гигантскому слалому. 66:79. Разухарились и зрители, и все те, кто сопровождает это соревнование. Вы видите, что рефери здесь на склоне готовы включиться и приводить трассу в ее органическое состояние, потому что все-таки стандарт соревнований международный, и важно, чтобы
трасса этому стандарту соответствовала. Молодец, встает. Едет дальше. Боевой дух. Сильная его черта, это точно. Повторюсь, я часто делаю те сноски, которые про самосознание, про психологию, как будто бы изнутри спортсмена, потому что часто мы, зрители, нам трудно экстраполировать внешнее на внутреннее. Мы видим картинку, которая не соответствует стандарту, и мы начинаем как-то раздражаться на нее. Здесь очень важно увидеть, как ее чувствует, эту картинку, спортсмен изнутри, потому что ни один из атлетов не сачкует, не бракует, не шлагует специально. Мы все время исходим из того, что он делает свой доступный максимум, и если у него этого не получается, то тому были некие несчастные обстоятельства. Ну, например, он живет на территории, где просто методически или с точки зрения обустройства инфраструктуры невозможно создать нужного объема тренировочного или нужной структуры тренировок. То есть так, чтобы это была и сложная координация, лыжная подготовка, и общефизическая подготовка. Поэтому он демонстрирует то, что у него есть. Опять же, когда спортсмен падает или серьезно ошибается, для нас это выглядит часто комично или как-то противно, стыдно. С другой стороны, мы должны понимать, что если он дорабатывает задачу до конца, то на самом деле он перелезает через огромные внутренние мучения, ему это все очень тяжело дается. Соколов финиширует с неплохим результатом. Участника под номером 115 Александра Соколова 66.04. На трассе участник под номером 116 Роман Нарчуганов, Сибирский федеральный округ. Time of bid number 115, Alexander Sokolov is 66. Роман Нарчуганов, один из плеяды сегодняшних крупных фаворитов, призер первенства России. Уже, к сожалению, дважды ошибается. Вот это то, о чем я толкую. Смотрите, парень выиграл несколько медалей первенства России. Он был вторым в гиганте, он был вторым в супер-G, он был вторым в комбинации. То есть мы понимаем, что физически, технически он вполне себе готов. Но вот от большого стремления он допустил ошибку, потому что телом управляться не просто, когда ты нервничаешь, когда ты боишься ошибиться. И дальше продолжать работать по дистанции, когда у тебя уже вспыхнула эта стресс-реакция, втройне трудно. И мы это должны понимать и это лишь фактор дополнительной позитивной оценки в отношении спортсмена, что, невзирая на все это, он все-таки довозит себя до финиша и борется до конца. Ну что, Роме Нарчуганову мы желаем скорейшего восстановления, прежде всего морального, потому что у него еще будет супергигант, у него еще будет и командные состязания, не знаю, заявятся условными или нет, но так или иначе, пускай он верит, что шансы на медали на вторых играх Азии, они в его руках, и все у него есть для того, чтобы эти шансы реализовать. Махмадраджаб Голиков из Таджикистана.
Хочется подбадривать и подталкивать. Хороший финиш. 1:23 и 22 секунды. Ну что, с почином. 18 на старт. Артем Шеликов, кузбасский гонщик. 83-22. Time of lead number 117. Mahmoud Rajab Kholikov is 80. Спокойно начинает, но вот здесь на крутике, на своем домашнем склоне он уже, что называется, раскручивается и ускоряется. Все, уже вошел в более агрессивный ритм, атакует дистанцию. Ну, с одной стороны, старается сделать так, чтобы траектория была как можно короче, идти ближе к флагу. Но периодически он слишком близок и цепляется за флаг. Это так, мягко говоря, не помогает ему сохранить стабильную стойку. Накатом здесь нужно ускоряться в конце поворота. Ножки позволяют. 1:05:06:54, секунду и 30 он проигрывает Владу Юревичу. Результат участника под номером 118 Артема Щелкова. Кирилл Борисевич из Беларуси чуть-чуть нерешительно заходит на трассу, таким двойным поворотом красный правый пишет. Ну, опять здесь важно уже не допускать сантиментов, а подходить к прагматичной работе. Полный фокус на трассе, на скольжении. Оставлять эмоции позади. Ой-ой-ой. Ох, затянул правую дугу, стащила его на снежную отработку. Лыжа зарезалась, к сожалению. Заваливается внутрь, исходит с дистанции. Ну что, продышаться, отстрадать, и завтра будет новый день. Снова соревноваться, так мы и набираемся опыта. Ну, лично я очень жестко отношусь к той тренерской и родительской концепции, когда за ошибки обвиняют и ругают в риторике. О, боже мой, был такой шанс, ну как же так? Нам все-таки важно даже такие соревнования, как эти, да будь они Олимпийскими играми юношескими, все-таки воспринимать так, какими они являются. Это лишь маленькая ступенечка развития. И в любом развитии ошибки обязательны. Сергей Колесников из Республики Башкортостан выходит на трассу. Колесников был призером первенства России в комбинации. Но, к сожалению, сейчас, опять же, вот это излишнее стремление, излишняя агрессия здесь, на этом снеге, уже под разбитой трассе, сыграла вот такую злую шутку. Lead number 120 is not finished. 5, 4, 3, 2. Карим Фазулин сменяет его на дистанции. Выступает за команду Татарстана. Этот 15-летний спортсмен аккуратненько едет в низкой стойке. Ну, возможность так ехать обеспечивается только медленными ходами, потому что если бы чуть-чуть нарастить, то, конечно, без вертикальной работы было бы невозможно переложиться с лыжи на лыжу. Мы видим, что это вертикальная работа, она практически отсутствует. Вот он как замер в этой низкой стойке, так и от старта до финиша рулит.
С одной стороны, это обеспечивает аэродинамику, возможно, в Супер-G это будет более эффективной тактикой. Ну, здесь, в Гиганте, повторяю, дисциплина силовая, поэтому нам надо использовать все ресурсы биомеханики, все ресурсы лыжи, которые она содержит в своей конструкции, чтобы наращивать скорость. 3, 2, 1. Игис Байбасунов, представляющий Киргизстан. Ну, вот так, как отличник, работает, старается держаться раннего поворота. Пока получается. Шанс того, что это получится и дальше, увеличивается по мере прохождения этого отрезка с повышенным градиентом. А там уж будет вопрос, насколько ножек хватит, насколько он тренирован. Я как-то прервала свою реплику о том, что мы все время отталкиваемся от того, что спортсмену должно хватать навыков, а навыки – это производная объемов. И у подростков этого возраста эти объемы – это всегда болевой момент, потому что мы один раз посчитали со спортсменом, сколько он занят в течение суток. Вот сколько часов он находится в какой-то продуктивной деятельности, в жизнеобеспечительной деятельности. Туда входит школа, уроки, там какие-то английские, репетиторы, горные лыжи, ОФП, сон, еда, восстановление. Да, и у нас в сутках набралось 37 часов. Поэтому тут, да, очень важно, конечно, понимать, что и спорт важен, и учеба важна, но все-таки родителям и тренерам важно отдавать отчет, что в сутках 24 часа и какой-то более реалистичный баланс должен быть. Максим Ураков, представляющий Уральский округ. Старается работать надежно, на чистоту, проходит двойной. И вот опять вот из этого удлиненного правого многим... Ой-ой-ой, как больно. Ой. Многие застревают в этом длинном повороте, и не получается быстро переложиться в следующие левые. Особенно, если вдруг они потеряли траекторию, их вынесло на бруствер. Ну, вот это вот уже развязка, на самом деле. Причины – это ошибки где-то в 8 метрах, 8 метрах выше. Ох, очень сочувствую. Принято, трасса свободна, на старте 124. Алексей Триш 4, 3, 2, 1. уходит на трассу. Ну и мы с вами поправку технического задания сейчас должны сделать, потому что наступает вот эта вот реальность пресловутых региональных соревнований. Потому что не только в России проходят соревнования, где стартовый список там 50 человек плюс, ну и, собственно, вся Европа, весь мир. Естественно, в этой реальности существует, и поздним номерам надо уметь не только ехать технически эффективно, не только иметь силу для того, чтобы завершить трассу, невзирая на все возникающие препятствия, но и уметь еще быстро перестраивать технику, то есть как-то гибко добавлять одно, убирать другое. Может быть, сейчас конкретно нужно снизить агрессивность скольжения, особенно на крутых
участках, где уже колея более выражена, и добавить чуть большей плавности, чуть большей округлости в поворот. То есть то, что называется таким весенним катанием по брустверочкам. В гиганте это, конечно, трудно сделать, но опыт сын ошибок трудных. Вот почему важно работать, соревноваться, не бояться этого, доезжать трассы до конца. Ведь что сейчас происходит? Когда тренеры и родители очень критичны и за каждую ошибку ругают, то они как раз препятствуют у спортсмена развитию вот этой характеристики. Я доезжаю трассу до конца, в каком бы виде она ни была и как бы я ее ни ехал. Потому что спортсмен начинает бояться огрести вот эту критику после финиша. А между тем, это то, о чем мы говорили еще во время чемпионата мира, ведь как воспитывали Микаэлу Шифрин, именно вот по этой метрике, по этой характеристике, развивая именно эту способность, доезжать любую трассу близко к соревновательному режиму, невзирая на то, что там на этой трассе творится, какой там мордоворот на ней, и невзирая на то, сколько ошибок ты допустил. И вот так набирать километраж. Никита Богачев проигрывает 2,5 секунды. Олег Семенов очень активно, решительно расталкивается. То есть мы понимаем, что запал абсолютно победный, агрессивный. Ну, вот тут важно все-таки иметь в виду выше мною сказанное. Надеюсь, что тренер дал подсказочку. Да, опять, я не отношусь к себе как к истине последней инстанции, но вот, к сожалению, здесь, похоже, эта оценка была реалистичной, потому что ровно на середине крутика, то есть там, где градиент максимальный, вот на этих ямах, откуда берутся ямы? От того, что именно здесь спортсмены кантуются сильнее всего, соответственно, склон изрывается сильнее всего, яма глубже всего. И вот тут уже нужно быстренько перегруппироваться и выдавать чуть более мягкое катание. Семенов шел также прямолинейно, также агрессивно. Конечно, честь ему и хвала за этот импульс, за это намерение. Но, к сожалению, пока мы только доберемся до ранних стартовых номеров, до высоких мест в рейтингах, нам нужно помариноваться вот в таких условиях, поучиться на тяжелом опыте. Участник под номером 126 Олег Семенов. Тут в помощь суворовское высказывание. Тяжело в учении, легко в бою. И опять же, этот процесс абсолютно должен поддерживаться и тренерами, и родителями. Понимание, что не получится у нас хорошего, пластичного, адаптируемого спортсмена, который, если его за любой опыт критиковать. А как он этому всему научится? Он не должен бояться ошибиться. Глеб Красильников, представляющий республику Саха. Аккуратно и спокойно движется по дистанции. Собственно, аккуратность и округлость – это его сейчас фундаментальные характеристики. Он может полностью капитализировать на них. Вот он, вы видите, старается идти по наиболее беспроблемной линии. Та линия, которая выбита наименьше всего. Ну и молодец, на этой скорости у него это получается. Встает в более компактную позицию.
Ну и вот опять, смотрите, у каждого атлета внутри встроена задача отработать на максимуме. Никто и никогда не ошибается специально. И это должно для взрослых быть аргументом и таким постоянным гвоздем в мозгу, напоминающим о том, что нельзя ругать спортсмена за то, что он сделал что-то не так. Да, сели спокойно, посмотрели видеоповтор, перепрошили, поняли, в чем была ошибка, повторили, как бы было правильно сделать, многократно повторили для того, чтобы сформировалась идеомоторная модель. Собственно, так и происходит тренировочный процесс. Нельзя допускать негативные реакции, только вот такая рабочая, конструктивная, анализ, идентификация ошибки и многократная визуализация, а как надо было. Матвей Суменков сейчас на дистанции, представитель дальневосточной школы. 2:16 отставание от действующего лидера Влада Юревича. Иван Шадрин представляет Республику Башкортостан. Ну, так вот, как по рельсам идет по дистанции на параллельных лыжах. На крутичке это будет для него проблемно. Вот в эти синие он уже с запозданием вмещается. Да, он остался на трассе, но высокую траекторию потерял. Надеюсь, что быстро восстановится на этом отрезке склона, который поположен. Здесь его еще ниже подсаживает после вот этого двойного правого. По широкой траектории заходит на следующий левый, конечно. Здорово, что не ошибся, не упал, но траектория нарушена. Ну вот здесь, при заходе на предфинишный кусок, где совсем выполаживается, скорость лучше не терять. Секунда и 19. 8-й результат. Ну что, в топ-10, по-моему, очень позитивно. Опять же, если проанализировать, где были вот эти сбои по траектории, и все скомпоновать во второй удачный спуск, то может получиться очень эффективная компенсирующая вторая попытка. Стартовой участник под номером 130 Азам Худжа Атахуджа. Азам Худжа Атахуджа, представляющий команду Таджикистана. Azam Khuja from Tajikistan is on course. Подзапаздывает немножко. Но все-таки хода небольшие, и надежность, безопасность на этой скорости у него получается обеспечить. Цепляется за флаг, но крепко держит рукоятку палки. Здорово, что не потерял. Это сейчас вот перчаточки, а в бытность, пока ваш комментатор выступал на Югосе, то были кроличьи варежки в январе, тут минус 30-ничек. Там вот в кроличьей варежке уже не поймать палку. К сожалению, снова цепляет флаг, и это уже становится более критичным, потому что разворачивает весь корпус внутрь, его на свежем снеге раскручивает, и он падает, но в боевом запале все-таки заканчивает дистанцию. 1:34.88. Точно достоин оваций зрителей.
Результат участника под номером 130 Азамхуджи Атахурджи 94-88. Time of lead number 130 is 94.88. Влад Юревич, 1:05:24, он лидер. Тимофей Кильдюшкин, Даниил не успела прочитать фамилию владельца третьего текущего результата. Найду его в стартовом протоколе, озвучу. Но все это соперники друг другу известны, мы с ними только-только знакомимся, и следующие 3 дня они будут в фокусе нашего внимания. Нередко у нас, точнее, не часто у нас такой гостиниц в эфире. Последний раз, по-моему, юниорский чемпионат мира мы где-то в 2017 или 2018 году показывали на эфирах Матч ТВ. Ну, остается 10 спортсменов в стартовом протоколе. И сейчас Егор Харьков, москвич, работает на второй половине дистанции. Снова вот эта вот связка, длинный правый и заход резкий в левый. Сбила его с выгодной траектории, но не обескуражила, возвращается на дистанцию. Стащила снова на 1,5 метра вниз. 1:06:35, 7-й результат, здорово. На старт. 5, 4, 3, 2, Борис 1. Замалдинов из Башкирии. Школа очень статусная, естественно, требования к региональной команде очень высокие, поэтому здесь 2 задачи в одном. С одной стороны, выиграть медали именно на этом турнире, с другой стороны, и выиграть внутреннюю конкуренцию. Это всегда для детей, подростков, да и для взрослых атлетов очень важно. Часто читаешь интервью спортсменов основных составов Кубков мира, чемпионатов мира. И там часто звучит фраза: да, в целом не получилось, но зато я был лучшим из своей французской команды. Спокойно дорабатывает первую половину. Ну вот здесь уже выкат, где нужно идти очень экономично. И желательно, конечно, аэродинамику добавить, но и не замирать в конце поворота. Ускоряться, ускоряться, ускоряться. 1:06:85, 13-й результат. Александр Воротников уходит на трассу. Павел Воротников, простите, представитель Москвы. Стаскивает его на нижний радиус. Вот пока он этому сопротивляется. Здесь ручки уходят назад.
Нет, держать фронтальную позицию – это очень важно, не подвисать в конце поворота. Он такой мелкий, юркий и очень динамичный гонщик, в хорошем смысле юркий. Марсель Хиршер тоже никогда не считался тяжелым атлетичным гонщиком. И объективно на пологих трассах он проигрывал за счет своей миниатюрности, но зато полностью капитализировал на крутых и ледяных отрезках. Ну, желаем ровно такого развития карьеры московскому горнолыжнику. 9-й результат. Здорово, такие умеющие все гонщики в конце стартового протокола. Михаил Новосельцев Результат участника под номером 130. из Сибирского федерального округа. Второй участник под номером 134 Михаил Новосельцев, Сибирский федеральный округ. Очень академичная работа здесь, на верхнем отрезке. Новосельцев Михаил. Team number 134 is on course. Ну и вот только хотела отметить такое классное сочетание. Смотрите, прочная постановка кора, то есть корпуса, и классные совершенно угловые позиции, которые свидетельствуют о том, что он и тренирован хорошо физически, что накат у него есть. То есть технику ставили достаточно грамотно. Ну да, не без издержек, но в общих чертах мы видим, что правильному учили. Опять же, весь вопрос лишь в накате и прежде всего именно в том, что называется тренироваться как соревноваться, то есть накат в условиях, приближенных к состязательным. Ну и смотрите, опять же, скорость реакции. Да, потерял траекторию, завалился внутрь, но на автомате так быстро переложился в следующий поворот, что это помогло ему выправиться. Так что овации и ему, и его тренеру, ну и, конечно, методисту горнолыжной школы. Михаила Новосельцева 68-94. Артем Гориславский, дальневосточный спортсмен, работает на дистанции. Четко совершенно идет, очень близко к флагу, на классной траектории. И вот в этом хорошем балансе и агрессивности, и частоты скольжения у него как раз получается не затаскиваться, не стягиваться в бруствер, а заканчивать свой поворот, ну, я не знаю, там за 20 сантиметров до того, как его в этот бруствер утянет. Поэтому это будет точно хорошее время. Мы по динамике спуска видим. Выталкивается, даже несмотря на то, что в низкой стойке. 1:05:48. Нет, ну это... Это аберрация. 46:63 не может быть таким отставанием. Сейчас нужно смотреть хронометраж. Вот то, что он четвертый, вот это больше похоже на правду. Просто важно понять, сколько он проигрывает по времени, потому что это будет играть роль во второй попытке. 5, 4, 3, 2, 1. Никита, Глеб Шустов, кузбасский горнолыжник на трассе. И, опять же, мы вправе ожидать такого хорошего научного катания. Может быть, не сверхзрелого, этого от подростков требовать еще невозможно. Но мы видим, что фундамент есть. Да, здесь свои собственные персональные черты, конечно, больше проглядываются, чем у Юревича и у Гориславского. Ну, собственно, в этом и состоит процесс огранки, когда мы
Безусловно, мы все рождаемся с какими-то, не знаю, своими двигательными паттернами, да, и с течением жизни эти паттерны все больше и больше заучиваются, создавая нашу моторную индивидуальность. В том и состоит искусство спортивной тренировки, чтобы как-то модифицировать эти индивидуальные паттерны спортсмена к наиболее, подвести намного ближе к наиболее эффективной биомеханике, которая позволяет добывать лучших результатов. Опять же, апеллирую к Хиршеру, у него же ведь такие очень специфические моторные характеристики были, особенно в детстве. Если вы посмотрите его фотографии, посмотрите его ранние видео с турниров 14, 13, 12 лет, как раз когда его отовсюду погнали из австрийской системы подготовки, то вы там увидите, что это действительно очень аутентично, мягко говоря. Но это я так это называю, а тренеры, конечно, ругались, бронились, называли это просто окорячением и непрофессионализмом, поэтому никто не хотел особенно работать, кроме собственного отца. Ну и отец сумел как раз вплести вот в эти индивидуальные двигательные паттерны, то, что называется правильной, эффективной биомеханикой, и поэтому получился такой сверхэффективный атлет, который в итоге выиграл 7 подряд Кубков мира, и процент его попадания на подиумы Кубка мира выше 50. То есть я часто привожу этот пример. Да, это же, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, очень про классную педагогическую методику. Как сделать из спортсмена, которого назвали профнепригодным, флагмана профессионального цеха. Финиширует Никита Авдеев 1:47:20. Молодцом, выполнил свою задачку. 5, 4, 3. Иван Никитин, Уральский федеральный округ, явно нацелен работать поживее, поактивнее, начинает выталкиваться. Ну, такая проактивная позиция. Крутые трассы это любят. К крутым трассам нельзя относиться подчиненно, точнее. На них нужно заходить в подчинительном настроении. То есть действовать заранее, достаточно агрессивно, а не реактивно. Только тогда можно удержать раннюю траекторию. Только тогда на более высоких скоростях лыжа с удовольствием сгибается, обеспечивает нам резанное скольжение и устойчивость. Собственно, да, нам страшно на более высоких скоростях работать, но мы получаем и компенсацию за это, более устойчивую позицию лыж. 3:32, пока это 19-й результат. Ну и такое внутреннее удовлетворение должно быть от этого спуска, потому что классно, безошибочно, спонтанно. Обычно ведь спортсмен о чем плюется-то в конце спуска? О том, что не получилось, тело не выдало то, что он от него хотел. А вот здесь уверенно было ощущение, что тело все сделало, как атлет ему ставил задачу, и правда удалось обеспечить чистое скольжение без крупных ошибок. Хампуксон из Таиланда, к сожалению, бодро начинает спуск, но крутяк его подхватил, наказал и выбил из борьбы. Да, он потерял траекторию, его выбило на бруствер. Он, конечно, попытался побороться, но уже совсем
в такой в разбалансированной стойке подъехал к этому красному флагу и зацепил за него рукой. Да, беда, беда, огорчение. Ну и 2, 1, go. заключительный гонщик Патарапол Секденг из Таиланда. Стартовал участник под номером 140. Патаратол Исаен Гаен, Королевство Таиланд. Повидавший, что случилось, приключилось с его товарищем, он уже старается дуть на воду, работать более осмотрительно, более надежно. Цепляет флаг, не беда, в полной концентрации, старается всеми силами удерживаться во фронтальные стойки. Да, на самом деле, если добавить переднюю позицию рук, если чуть-чуть добавить выталкивание в конце поворота, то цены бы ему не было. Но тогда это будет каша из топора уже. Молодцом, браво! 21-29, позитивные эмоции, вот они здесь и у него, и у зрителей. Подводим итоги первой попытки у ребят. Результат участника под номером 140. Владислав Юревич лидирует, Тимофей Килдюшкин на второй позиции 0,08 секунды всего проигрывает, Артем Гориславский на 24 сотые отстает. Так что у нас вторая попытка будет горячая, зарубистая. Ждем. В 9:30 по Москве женщины выходят на старт. Закончился первый заезд. Внимание, окончен первый заезд в слаломе-гиганте. У юношей идет перестановка трассы для второго заезда. Постановщик второй трассы Иван Казаков, Москва. First run has been finished. We're waiting for the second run, and the course setter is Kazakov Ivan. И по предварительным результатам в первом заезде у девушек лучшее время на трассе показала София Гусарова, Сибирский федеральный округ. Второй результат Варвара Варич, Москва. Третий результат Марьяна Бондарева, Дальневосточный федеральный округ. Четвертый Ксения Подлепчук, Башкортостан. Пятая Яна Полянская, Сибирский федеральный округ. Результаты предварительные.
Number 1. Number 1, Gusarova Sofia. Number 2, Varvich Varvara. Number 3, Bondareва Mariana. Number 4, Podlipchuk Ksenia. Number 5, Polenskaya Yana. Там как бы все для работы на соревнованиях у нас дома с контролером. Есть какая-то вот, знаете, они что-то между собой, между волонтером. Вот, кстати, Пинха, где он сейчас стоит, обычно стоят контролеры. Я сначала не так, ну, друг дорогу, иди в обход, там вот где расставляют специально по каким-то пунктам, да, по точкам. Тут могут пройти только вот эти, а тут вот только вот эти, а тут только вот эти, никто другой. И мы контролируем, никто стороннего не пускает. А его что там пускали? Не пропустили. Ну, конечно, зрители он не пропустит. Ну, это нам. А инициирован переговорку. У нас, если на международном этапе Кубка мира, по-моему, или на этом, по телевизору, а он идет к ним, фотографирует. Вот нормально все. Его поймали там где-то за 3 метра до пьедестала, короче, оттащили. На всю страну показывает. Один единственный вышел. Чего тебе надо? Не могу показать, не могу. У нас потом такой разнос. Понятно, во-первых, кто-то дал это. Да, кто-то дал куртку, без волонтеров трясли. Потом контролеров, какого хрена вы стоите, вы проявили, что это соревнование закончится, вы не знаете, что это будет. Будете все на местах, контролировать все равно надо. Ну вот, видимо, тоже подумали, что раз гонок уже нет, только просто цветочная церемония идет, что можно, нет, там уже прям наблюдение надо, то можно как бы немножко расслабиться. Жизнь и все, всякие разные. Ну, я не помню, кто там у нас. Меня как раз заперли в доме с випами. Хочешь показывать випам, как им по лестницам ходить, ага? Целыми днями там матерки слушают. Причем самое главное, випы, они спокойны. Конечно, конечно. А там получается, на лифте, если на 3-й этаж приедешь, там долго идти к нему. А если по лестнице, ты выходишь прямо вот туда, куда тебе надо. И они поэтому и запускали их по лестнице. И вип писали, конечно, конечно, раз написано, мы идем. Но сопровождающего, то есть на говно это идет. Чего ты тут из себя строишь? Вот я веду такого-то человека, я все понимаю, но вы видите же написано, что для ВИП, да, поэтому говоря, я предлагаю вам вот сюда пройти. Никуда, никуда, никуда. Вот, я завтра позвоню твоему начальнику, я буду звонить на эти ВИПы. Я говорю, чем больше вы на меня жалуетесь, значит, тем лучше я работаю.
подруга и еще кто-нибудь. Ну, самое главное, мы сами напридумывают этого, а потом сами же нарушают, что и нас загружают. Ну и мне вот все время я так хотела. А я хотела постоять, у меня обычно зона такая активная, а они все приехали, все из Нижнего Новгорода, Царегёвы, ну, в общем, они все приехали. А я стою и смотрю. Ради этого так и пошла учиться. Ну, что там, у них так, наверное, Я тоже, блядь, намного, да. Здравствуй.
Внимание! По первому заезду у девушек замечаний нет. У юношей по первому заезду дисквалифицированы 3 участника. Номер 108 Булат Хаймурзин, Татарстан, нарушение правил соревнований. Номер 114 Иевлев Никита, Республика Саха, Якутия, нарушение правил. Номер 130 Атохурджа, Азамхуджа, Татарстан. Время объявления о дисквалификации 12 часов 51 минута. Я на пьедестал, все мешает сейчас? Нет. Артура. Трое, тебе не надо на троих. На пьедестал. Я на крупный план. Вот крупный план, вот не общее вот такого. Если крупный план, там ничего не мешает. А если перед первым, если... There are no disqualifications of the first round of ladies gents slalom, Два прилета мешают. and we have 3 Ты disqualifications хочешь их взять of в the рост, first что ли? run. Не надо. Там такой.
Не надо, все. Вот такие вот не общей. Вот. Вышел зайчик погулять. Bib number 108, Таймурзин Булат, disqualification. Bib number 114, Ивлес Никита. And 130, Худжа, disqualification. Прием. Главное, да. Когда Олимпиада была, когда уже на параллели братках стали, там газировка, зарезки, почта была бесплатная. Ну да, мы на гору спрашивали. Там нет, у нас прямо было вот какой-то же домик, и там прямо вот автоматы с водой, не автоматы, эти самые холодильники там. Офис, учили, мы говорит, после Ельцина, когда уезжать собрали, зашли в комиссара. У него вода
горнолыжница из Сибирского федерального округа. Ну, не буду спойлерить, время придет, увидите сами. Желаю ей выдержки, ну, равно как и ее соперникам тоже. Умножается на 2 теперь сложность задачки для горнолыжников. Помимо того, что надо исправить все ошибки и как-то компенсировать проигрыш первой попытки, сейчас еще придется сопротивляться с этим плотным снегопадом. Ну вот так, чтобы приободрить и мотивировать, напомню, как разбивался гигантский слалом на Олимпийских играх в Пекине. Вот он был плотнее, чем сейчас, раза в 1,5. И мне не верилось, что организаторы решат его провести, но они его провели, и все спортсмены были примерно в одинаковых условиях. Что есть, то есть, с этим и надо работать. Поэтому, да, это действительно усложняет видимость, усложняет чтение рельефа, но поэтому мы все время ссылаемся на то, что хороший горнолыжник – это горнолыжник, который работает в такой очень-очень ассортиментной системе подготовки, чтобы там были ОФП-фактор, технический фактор, развитие координации, развитие там осей тела, мышечного интеллекта. Это не просто дали тебе лыжи и иди рубись в трассу. Нет. По-настоящему трасса в жизни горнолыжника наступает достаточно поздно, в таком раннем подростковом возрасте. Было бы правильно не запихивать 5-, 6-, 7-летнего спортсмена в соревновательное трассовое катание на результат. И только таким образом, вот с этим уже хорошо развитым мышечным и координационным интеллектом спортсмен способен нормально переваривать вот такие нестандартные условия, которые мы называем там туман, снегопад, плохая разбитая трасса или дождь, или очень-очень мокрый снег, который постоянно меняется, или из-под лыж утекает ручьями. Да, это бесит невероятно, но к этому надо быть готовым. И вот это то, что не во всех системах подготовки в России было включено. 2, 1, марш. Но я надеюсь, что потихоньку они стали так смягчаться, дифференцироваться, становиться более racer-friendly, то есть более дружественными к деткам, к будущим спортсменам. Ну и, соответственно, нечего пришпоривать атлета, его просто нужно как можно большему объему всяких важных аспектов обучать. Финишировала Альмина Ибрагимова из Киргизстана, ее подруга по команде Самира Аматова сейчас на трассе. И такую сплоченность девочки показали в первой попытке, обустроились на соседствующих позициях по итогам утреннего заезда. Встает в аэродинамическую стойку. Вот так, со снегом, может быть, полегче справляться. Не быстро, но чистенько дорабатывает трассу. Мы с вами уже наблюдаем за суммированным временем 2:40 и 99. Пока это лучший результат. Молодец. Результат участницы под номером 25 Самиры Аматовой 5, 4, 3, 2, 77,51. марш. Валерия Гаврилова проводила на старт своих подруг по команде. Валерия Гаврилова, нагрудный номер Ну и Кыргызстан. сама отправляется на ощупь в этот плотный снегопад. Если говорить о таких прогрессивных тренерах, вот Анте Костелич, сейчас Елюсичи,
не Илюсичи, вспомню, скажу, Зорка Лютич, ее брат Лютичи на слуху, то много австрийских тренеров этим занимаются, то они специально погружают своего спортсмена в такие неудобные задания, то есть, например, кататься. Ну вот я рассказывала историю про то, как в швейцарском центре горнолыжной подготовки национальном Дидье Плаши работал с группой тогда еще юниоров, а сейчас громыхающих на весь белый свет Марко Одермата и Мияра, и Бизика. В общем, все те, кто сейчас составляет элиту международных горных лыж. Дани Юли, Рамон Ценхаузер. Так вот, он как раз использовал очень нестандартные и иной раз эпатирующие способы развития вот этого мышечного интеллекта, координации движения, тех нервных сетей, которые осуществляют связь между скелетными мышцами и головным мозгом, которые обеспечивают формирование нейронных цепочек. Так вот, в списке этих странных, нестандартных методов было следующее. Катание на одной лыже, катание с расстегнутыми ботинками, фитнес-тренировка в туфлях на каблуках, именно потому что спортсмен в основном работает на градиентном склоне, и для него вот эта вот позиция с закрытыми плечами, фронтальная позиция корпуса, она должна быть естественна. Он должен чувствовать прямо до градуса, в какой позиции он находится. Поэтому взялись эти туфли на каблуках. И так далее, и так далее, и так далее. Арина Мокина уходит на трассу. Это, 4 киргизские барышни закончили свое выступление. Мокина 71:44. Это ее время первой попытки. Представительница Уральского округа. Но мы сразу видим уже более уверенное катание, возросшие скорости. Здорово, что она доверяет себе, потому что в таком снеготумане рубиться близко к максимальным скоростям, это, конечно, действительно нужно доверять своей подготовке, своей координации. Обычно на больших соревнованиях спортсмен норовит, наоборот, себя как-то придерживать и говорить, а вдруг я допущу ошибку, а вдруг со мной что-то случится, а вдруг то, вдруг это. Получается очень все напряженно, и сам себя останавливаешь. Здесь же мы видим, что она отпускает себя, возможно, причиной этого вот это пресловутое состояние сгорел дом, гори хата, сгорел сарай, гори хата, то есть типа много проиграла на первой попытке, уже терять нечего, можно атаковать как есть. Ну и получилось хорошо, согласитесь. Арина Протасовская из Белоруссии выходит на трассу. Номер 19, 69-79. 69-79 результат Мокиной. Ну и вот вам, пожалуйста, демонстрация того, когда человек себя очень контролирует, когда ему страшно, и он верит в этот страх. И естественным образом это все происходит бессознательно. Голова говорит про то, что смотри, идет снег, смотри, вторая попытка, все важно, надо все контролировать. Тело просто на это реагирует. Ну и там, где нужно идти по радарам, по огням, мы пытаемся наоборот
идти от рационального исчисления, и получается плохо. Вот сейчас как раз та ситуация, когда просто нужно идти по огням. Это я использую самолетную терминологию. Ну, то есть на таких ходах, конечно, спортсмен не видит полностью во всех мелочах того рельефа, который у него под лыжами. София Денисова, сокомандница, ну, по крайней мере, региональная сокомандница Арины Мокиной, которая сейчас держит лидерство. Ну и здесь мы тоже видим уверенное катание, то есть здорово с девочками поработали, тренеры, они сами молодцы. Все изучили в трассе, насколько это возможно, выучили ее наизусть, правильные слова были сказаны перед стартом. Мы видим, что они вот прямо доверяют себе и не мудрствуют лукаво. 34 сотых секунды, 2:20:89. — 34 сотые секунды она снимает со времени Мокиной. 5, 4, 3, 2, 1. Варвара Петрова выступает за региональную команду Башкортостана. Ну и тут тоже, смотрите, молодцом. Так, плечико внутреннее вперед выносит. Угловое положение очень верное себя обеспечивает. Вытягивает себя в конце поворота, так, чтобы не засиживаться. Лыжи и так найдут обо что спотыкнуться на этом плотном свежем снеге. Поэтому важно выдавать максимально быструю динамику. Но при этом, конечно, не перегружать лыжи, не перегружать конты, потому что можно зарезаться. Ай, молодца. Последняя, третья дистанция идет очень ритмично. Может быть, немножко тут потерял траекторию, но тут и склон такой асимметричный. Левая сторона уходит из-под левой ноги, поэтому появляется контруклон. Но видимость нас не обманула. Секунда 75, 2:19. Это результат Денисовой. Варвары Петровой. Стартовала участница под номером 15. Златослава Титко, уральская спортсменка. Ну что, такое ощущение, что предыдущий спуск был почти близким к эталону, вот к этому эталонному балансу между агрессией, таймингом и мягкостью скольжения. Что важна ли напористость сейчас? Ну да, конечно, особенно на крутом отрезке. Важен ли ритм? Вот эта своевременность начала поворота, вывода лыжи из поворота. Ну да, конечно, равно как и в любой другой день на горнолыжном соревновании. Важна ли сегодня мягкость? Особенно да. И вот найти, смешать этот коктейль в каком-то правильном балансе, вот это задачка сегодняшнего дня. — 2:19:28, 14 сотых секунды она проигрывает Софье Денисовой. 5, 4, 3, 2, 1. Анна Супрун. Стартовала участница под номером 1. Не очень все получилось сегодня на первой попытке у первого номера сегодняшних соревнований. Номер 15, 69, 47. Пытается компенсироваться сейчас. Final beat number 15 to score of the flower is 69.47. Beat number 1, Anna is on course. Хорошо, ритмично идет, немножко перезакрывает носочную часть лыжи. Вот здесь уже, когда склон, ну вот не прямо сейчас, наверное, где-то метров, створов через 2-3, можно уже чуть-чуть мягенько
высвобождать носочки, с тем, чтобы лыжа глиссировала, с тем, чтобы не стопорить, ее скорость бы набиралась. Секунда и 14. Снимает она с результата Петровой. Добавила атлетического фактора. Молодцом. Результат участницы под номером 1 Анны Супрун 68-68. Стартовала Арина Емелькина, команда Кузбасс номер 16. Time of bid number 1 is 68.68. Две местные горнолыжницы, Арина Емелькина и Екатерина Позднякова на трассе. Ох-ох-ох. Падает, явно больно. Вот здесь такой длинный правый поворот, переходный, и лыжа отстегнулась. Сложно было на таких ходах прямо до сантиметра выверить начало. Начальную точку правого поворота в красный створ. Ну вот тут непонятно, то ли злиться от того, что Стартовала Екатерина Позднякова. больно, или от того, что обидно. Екатерина Позднякова на дистанции. Выиграла в нынешнем сезоне Кубок панчинга. Представляет Кузбасский регион, но сама из Таштагола. Проехала в злосчастное место падения своей подруги по команде. Здесь чуть-чуть теряет траекторию. Приходится форсировать конец поворота, но мы видим, что силы у нее есть. Атаковать будет чем. Другой разговор, повлияет ли сделает ли это скольжение бракованным. 2:17,79 балла. Она снимает 21 сотку со времени Супрун. Стартовала участница под номером 26 Софья Гончаренко, Дальневосточный федеральный округ. Результат Екатерины Поздняковой 68-88. Дальневосточная горнолыжница Софья Гончаренко, воспитанница Елены Литвиновой на дистанции. Ноги нормально? Да. Лыжу дай! Ну и мы видим, что это уже становится прямо кризисной точкой для многих участниц. Да, сложно и нам, телевизионщикам, сейчас найти правильную экспозицию, и горнолыжникам тоже плохо очень видно. Алика Аюпова из Москвы прямо ломится через этот сложный крутой отрезок дистанции. Тоже уверена в собственных силах. Тут сейчас маршалом стоит важная задачка — собирать этот потерянный инвентарь, чтобы не мешал он, чтобы надолго не затягивать гонку, потому что каждая минутка промедления — это означает засыпание соревновательного трека свежим снегом, а следовательно, потеря в скольжении. Ускоряется в конце поворота, очень низко работает, молодцом. 3 десятки улучшения результата Поздняковой.
Стартовала участница под номером 4 Дарья Герасина. команда Кузбасс. Результат Алики Аюповой номер 30. 68-72. Time of bib number 13 is 68.7. Кузбасская горнолыжница. Ну что, морально похоже ей не просто, вы видите, такую замершую позу, ну и снова врубается в этот бруствер на перегибе, и там же, где уже трое вылетали, к сожалению, терпит крушение и она тоже. Вот он, этот красный флаг, и в 5 метрах после перегиба существенный бруствер. Увидеть его там, видимо, не всем дано. Но то, насколько там с каким массивным усилием встречаются девушки, мы можем судить по тому, что крепление срабатывает, потому что крепление отрегулировано под критическую нагрузку. Все-таки мы с вами говорим о подростках 15-летних, и это там в районе 50 плюс килограммов, может быть, до 50 килограммов. То есть немного нужно, чтобы лыжа отстегнулась. Участница под номером 4 Дарья Герасина финишировала. Да, не очень-то сейчас добавляет света и радости эти штанги искусственного освещения. Действительно, сейчас нужно идти только на инстинктах. Кристина Токаренко ждет своей очереди на старте. Бронзовый призер супергигантской гонки на первенстве России 23 года. Представительница Красноярска. Такая очень своеобразная манера работы этой девушки. Высокая стойка, опущенные руки. Стартовала участница под номером 31 Кристина Токаренко, Сибирский федеральный округ. Bib number 31, Tokarenko Kristina. Прошла сложный кусок дистанции. Старается работать на экономичной траектории, поближе к флагу идти. Удерживает ритм, молодец, невзирая на то, что все-таки достаточно миниатюрная горнолыжница. И вот тут к этой своей миниатюрности она добавляет прыть, добавляет резкость, старается выталкиваться в конце поворота и снимает почти секунду со времени Аюповой. Результат участницы под номером 31 Кристины Токаренко 68-07. Time of bib number 31, Tokarenko Kristina is 68.07. Стартовала участница Мария Мичлова из Республики Башкортостан. Башкортостан. Maria Michelova, bib number 29 is on course. Ветер серьезный, но барышня плотная, сильная, не отвлекается на него, работает в точном соответствии с траекторией. Пока без проблем, никуда ее не стаскивала, не теряла она ритма. Ну что, когда финиш уже появился в зоне видимости, появляется и уверенность. Все складывается, силы есть. Тут встаем в стойку и просто уже работаем компактно
чуть-чуть себя подталкивая. Но вот этого, кстати, подталкивания, может быть, не хватило, потому что она уже так на излете пассивно доезжала. 39 секунды. Результат Марии Мишеловой, номер 29. Проигрывает действующему лидеру. Time of lead number 29 is 68.53. Lead number 14, Hamitova Sofia, is on course. Софья Хамитова, подруга по команде, представляют Башкирию обе девочки. Да, старается не засиживаться, работать агрессивно. Последние метры дистанции. Ох, уверенно. Софья Хамитова новый лидер и снимает с результата Результат Софьи Хамитовой. предыдущего лидера секунду и 58 сотых. Time of lead number 14 is 66.83. Стартовала участница под номером 22. Дарья Косолапова, дальневосточная спортсменка, Дарья Косолапова, bib number серебряный 22, призер is on course. слаломной гонки первенства России. Подвисает чуть-чуть вот на этом переходе, теряет траекторию. Но тут снова на здоровье возвращает накат. Ну и главное видеть, что девчонки не пугаются такой погоды, работают в целом раскрепощенно. Да, есть какие-то девочки, которые особенно драматично к этому относятся, но в целом вот эти воспитанницы больших горнолыжных центров, они похожи к этому, приучены, настроены на это здоровым образом и функционируют. К сожалению, проиграла несколько десятых секунды Дарья Косолапова. Олеся Жукова, ее партнер по региональному коллективу. Я уже говорила, что Дальневосточный федеральный округ такие замечательные станции горнолыжные включает, как и Петропавловск, и Елизово, и Южно-Сахалинск. Доверяет себе, нормально, комфортно чувствует себя на этой поверхности. Не вызвало никакого шока ни снег, ни мягкое покрытие у Жуковой. Она привозит новое лидерское время. Софья Решетник, обладательница российского титула в супергиганте нынешнего года. Сибирский федеральный округ, красноярская горнолыжница. Вот здесь очень непросто, потому что склон выполаживается, и, естественно, на таком свежем снеге удерживать скорость – это трудная задачка. И она требует такого быстрого прочтения, быстрой реакции, чтобы не подвисать там, а толкаться. Спортсмену, может быть, трудно это сделать с учетом того, что чисто психологически он выезжает с крутика. Ох, выжил. Хочется, конечно, перевести дух, а там надо работать. У Решетник это получается.
участницы под номером 10 Софьи Решетник 65-63. Time of Sophia Reshetnik, bib number 10 is 65.63. Подходим к лидерскому дивизиону. 7 сильнейших участниц первой попытки сейчас на старте. 5, 4, Важно, конечно, заходить в решительном состоянии, но не слишком на себя наседать, не слишком требовать. Это такая распространенная психологическая ошибка спортсменов, которые были близки на предварительном этапе соревнования. То есть, с одной стороны, они догоняют, у них впереди заяц, лидер, и они уже знают все ошибки, они очень-очень хотят их поправить. С другой стороны, когда ты начинаешь себя очень форсировать, то как раз ты вот блокируешь эти спонтанные процессы тела, спонтанную регуляцию моторной коры, и часто получается сбой. Ну и подвисать тоже пассивно нельзя. И это, опять же, нормальная штука для молодых спортсменов, когда они только учатся этой соревновательной регуляции, когда они только учатся вот этому балансу между пассивностью и адреналиновой регуляции. 2:90 Результат участницы под номером отставание от Решетник. 2 на старт. Еще одна московская горнолыжница Мария Лобузова. Стартовала участница под номером 2 Мария Лобузова, Москва. 6-я после первой попытки. Ну, вот как раз то, что я пыталась объяснить. Вот мы сейчас видим на этом образчике попытку себя ускорить, попытку себя форсировать. Кризис, похоже, прошел, склон выполаживается. Сейчас ей стало покомфортнее работать. Отчетливо видим запоздалую траекторию. Жаль. 1,5 секунды отставания от Софьи Решетник. Гонят организаторы эту гонку, чтобы всем досталась более или менее справедливая поляна. Яна Полянская из Сибирского федерального округа. Юркая, миниатюрная горнолыжница. Мы видим, что красноярские девчонки очень технически обученные. У каждого есть свой собственный стиль. Тренер молодец, не ломает их об коленку, переучивая всему и вся, а все-таки так пытается огранить. Очевидно, это мое допущение. Единственное, что их объединяет, это такая настойчивость и настроенность на победное агрессивное катание. Молодец, все время дотягивает ручками, чтобы помогать себе перекладываться с лыжи на лыжи, ускоряться. Ну и все сделала, чтобы привести сюда на финиш лидерства. Яна Полянская, новый лидер. Ксения Подлипчук Стартовала участница под номером 6. выступает за башкирскую команду. Видите, что она и повыше, и поатлетичнее. И вот здесь начинаются уже
сбои с соревновательной траектории. Вернулась, молодцом. Не боится свежего снега, выталкивается. Лыжи очень хорошо готовы. Тренеру спасибо. Ну и уже видно, что она может перестраиваться от одного условия на трассе к другому. Трасса пожестче, она работает поагрессивнее, покрытие помягче и явственно добавляет эти более смягченные движения. И это было здорово. 2:12:60, одну соточку снимает со времени Яны Полянской. Результат участницы под номером 6 Ксении Подлепчук 66-50. Тройка лучших. Марьяна Бондарева, дальневосточная спортсменка на дистанции. Сейчас, конечно, девочкам в помощь то преимущество, которое они оформили после первой попытки. Мы его с вами, к сожалению, не можем видеть. С другой стороны, так чисто умозрительно, каждый новый горнолыжник получает хотя бы чуть-чуть, но более разрушенную трассу. Пока скользит легко, получается. Ну уж очень здорово работала Подлепчук. Помедленнее получилось. Агрессивности в хорошем балансе с мягкостью не хватило. Варвара Варич. Вторая лучшая спортсменка первой попытки, серебряный призер чемпионата первенства России в гигантском слаломе. Ой-ой-ой. Ну и вот что происходит, когда есть хоть какая-то нестабильность в стойке, хоть какой-то разбаланс. У нее этот разбаланс был в переднюю сторону спектра. Вот она, видите, перегрузила правая рука, левая рука пошла вперед, потянулось плечо за ним, и носок перегрузился, и тут же на мягком снеге он цепляется. Вот я к чему и говорю, что фокус таких гонок, как вот прямо сейчас, это способность быстро перенастраивать стойку. Вот почему Дидье Плаше заставлял Даниэля Юли и Рамона Цехаузерна на каблуках ходить, чтобы как раз чувствовать минимальную разницу в градусах, чтобы быстро переадаптироваться в ситуации быстро меняющихся условий снежных. Лидер первой попытки Софья Гусарова. Фантастически работала с утра. Удастся ли ей, имея в голове вот эти все мысли про то, что победа близка, если не остальных, хороший шанс. Вот сейчас было бы здорово выиграть, а потом бы освободились руки, давление бы спало. Вот все это, конечно, очень мешает, очень оттягивает внимание, ну, заставляет напрягаться, нервничать. Потеряла траекторию в начале второго крутичка. И любопытно, сохранится ли скорость. Ох, здорово. Секунда 35 снимает с результата Подлепчук. И она сегодняшний чемпион. Софья Гусарова, Ксения Подлепчук, Яна Полянская. Великолепная работа. Девочкам овации за столь решительные действия в столь сложных условиях. В
внимание, участники соревнований. Через 15 минут после окончания соревнований у юношей состоится цветочная церемония награждения победителей и призеров. И по предварительным результатам, по сумме 2 заездов у девушек в слаломе-гиганте лучшее время на трассе показала София Гусарова, Сибирский федеральный округ. Второй результат Ксения Подлипчук, Республика Башкортостан. Третий результат Яна Полянская, Сибирский федеральный округ. Четвертый результат София Решетник, Сибирский федеральный округ. Пятое Марьяна Бондарева, Дальневосточный федеральный округ. Вторые игры «Дети Азии». Сейчас они сталкиваются в регионе Кузбасса. День открытия горнолыжного турнира. Сегодня у нас в программе гигантский слалом у юношей и девушек до 16 лет. Девушки отработали очень здорово и задали тон. Понятно, что уровень горных лыж весьма высокий, невзирая на все эти изоляционные процессы, которые не позволяют и на ледники ездить, и как-то соотношаться с международными горными лыжами из других западноевропейских, прежде всего, стран. Мы видим, что ребята тренированы, и это здорово. И мужчины готовятся выйти на старт второй попытки. Здесь чуть-чуть больше стартовый список. 33 спортсмена. После утреннего заезда лидирует Владислав Юрьевич. Бронзовый призер первенства России в гигантском слаломе. Второй идет Тимофей Кильдюшкин и Артем Гориславский с третьим временем. То есть знакомые друг другу соперники будут сейчас давать бой. Как они будут справляться со снегом и с очень высокими требованиями по скольжению и по агрессивности, как они будут справляться с этими соревновательными эмоциями, которые для них уже знакомы, чай не первый турнир рубятся вместе. Вот это интрига сегодняшнего старта. Ну, а пока Махмад Раджаб Голиков из Таджикистана. Трудновато ему и развить, и удержать высокую скорость, так что местами приходится подталкиваться палочками. В обратном порядке сейчас работают ребята. Топ-30 ротируется. 5, 4, 3, 2, 1, go. Патарапол Саэнг Даэнг из Таиланда. 81 секунду он потратил на свою первую попытку. Для сравнения, лидер Владислав Юрьевич провел на трассе 65 секунд. Time of beat number 117 is 83.779. Результат Махмад Раджаб Голикова 83.79. Beat number 140 is on course. Так, очень бдительно всматривается в курс.
в трассу. И поза соответствующая. Ой, подбил его здесь бугорок, но чудом словил лыжи. Конечно, способность компенсировать какие-то ошибки у него минимальная, потому что достаточно жесткая стойка, не прощающая особенно ошибок. Вот поэтому и едет он на той скорости, которая и риск ошибок снижает. Потерял палку, но доезжает благополучно до финиша. Эдгар Бегларян, приехавший сюда из Армении. Результат участника под номером 140. Патарапова Даинга 8,76. Щедро так заруливает вокруг флага. 72. Ну, периодически, чтобы стукало, чтобы красиво слышалось, локоточек выставляет. На трассе участник под номером 103 Эдгар Бегларян, Армения. Быстрее бы было бы без этого модного движения. Beep number 103, Edgar Biglaran, of course. Преодолевает транзит правый. Ну, на этих ходах вполне безопасная траектория для спортсмена. Выныривает из снежной пелены. 2:41,71 секунды. Проигрывает тайскому лидеру без малого 4 секунды. Едем дальше. 22 на старт. Илгиз Байбусунов, представляющий Киргизстан. Результат участника под номером 103 Эдгара 1:18,90 был результат на первой попытке. под номером 122 Байбусунов, Этим атлетам, Республика. с одной стороны, вроде требования от них не самые высокие и доступна возможность идти на удобной скорости. С другой, надо понимать, что и навык у них тоже не такой развитый, поэтому с таким снегом, с такой плохой видимостью, с таким нестандартным скольжением им труднее справляться, чем более выкатанным гонщикам. Да, вот видите, любая ошибка – это прямо стресс, сразу резкая потеря скорости. Когда тело не научено работать в плохих условиях, в дискомфортных условиях, то любая реакция на какой-то сбой, она автоматическая и очень грубая. То есть сразу много разрушений в технике. И обратное тоже верно. У нас новый лидер. Байбусулов был лучшим горнолыжником из всех тех, кто ехал до него. Его партнер по команде Киргизстана Денис Конюхов. Сбрасыванием лыж. И получается много юза, получается почти нет такой фазы, где лыжа режет дугу. Ну, естественно, повышенное трение и оптимальной скорости добиться не получается.
конечно, четвертым поедет сзади. Вот здесь почти потерял синие ворота, но в последний момент все-таки втиснулся в них. — 2:37, секунда 15 отставания от Байбосунова. Александр Воробьев, представляющий Республику Саха-Якутия. Стартовал участник под номером 107 Александр Воробьев, Республика Саха-Якутия. Результат участника под номером 105 Дениса Куликова. Только сейчас встал на более или менее безопасную, удобную для себя траекторию, потому что на первых воротах этого крутяка, конечно, было все очень низко, очень близко к краху. Конечно, стоит во фронтальной позиции, но этого недостаточно для того, чтобы себя обезопасить от вылета и потери времени. В общем-то, и тайминг еще нужно добавить, то есть силовую точку поворота обозначать пораньше. Ждет до последнего. С одной стороны, это может быть эффектом от плохой видимости, с другой, ну, просто таким стилем катания. Саша, молодец! 5, 4, 3, 2, 1. Марш, давай быстрее. Глеб Красильников, партнер по региональной команде. Здорово слышать, что тренеры подбадривают и оценивают стабильность спусков, отсутствие крупных ошибок. Номером 107 Александра Воробьева 77:23. Объективно тут не хватает наката, поэтому ребятам ставятся посильные задачи. На трассе участник под номером 127 Глеб Ой-ой, Красильников, держаться. Республика Саха-Якутия. Нормально возвращается на траекторию. Тяжко, конечно, уже удерживать лыжи на дуге. Там, видимо, этот... Мышцы явно не хватает. Но бьется, старается. На зубах доезжает до последних решающих метров дистанции. Финиш уже видно. Извиняюсь. 2:37. Таково совокупное время этого спортсмена из Якутии. Карим Фазулин, представляющий Республику Татарстан. 121 Карим Фазулин, Республика Татарстан. Результат Заваливается на внутреннюю ногу. К сожалению, это лишает его возможности резаного скольжения, но зато дает приятное чувство прочности. Karim Fazulin, bib number 121 is on course. Утюжит на надежность, на ритм. Я не знаю, получится, не получится у меня, но если Татьяна Валентиновна меня отпустит, я поеду. Я уже не могу. Ну и вот этот ритм и надежное катание довозит спортсмена из Татарстана до финиша. Будет ли лучшее время? Да, будет. Самый такой ретивый спуск из всех прошедших. 5 секунд снимает с времени лидера. Карим Фазулин. Фазулина 74:00.
Роман Нарчуганов сменяет его на дистанции. Серебряный призер супергигантской гонки первенства России. Серебряный призер комбинационной гонки. Ну, то есть мы понимаем, что это один из сильнейших горнолыжников, но, к сожалению, осекся он в первом заезде. Поэтому сейчас стартует в середке стартового протокола второго заезда. Не просто после таких сбоев отпустить себя и выдать все то, на что ты способен. Конечно, начинаешь подстраховываться. Ну, никто не сомневался, что время будет лучше. Но посмотрим, чем на него ответят все остальные. Потому что, понятно, мы берем в расчет сумму. Сумма была нехороша. Я не помню, сколько он проиграл после первого заезда. Быстро не посчитаешь, так сформирован стартовый протокол. Но мы знаем, что любая аутдорная гонка – это всего лишь гонка. Она заканчивается в момент последнего пересечения финишного створа. То есть с соперниками может произойти все, что угодно. Там излишность адреналина, мор и падение. Все, что угодно. Собственно, так Хенрик Кристоферсон стал чемпионом мира в этом году по слалому. По-моему, 12-м он был после первой попытки. И кто-то скажет, что это уже все безнадежно с таким-то отрядом конкурентов. Но он делал свое дело. А конкуренты пускай отвечают так, как могут. Потому что есть такой незыблемый закон причинно-следственной связи. Это только ты можешь сделать все, что от тебя зависит. И дальше смотреть, что с этим будет. Михаил Новосельцев. Михаил Новосельцев, Сибирский федеральный округ. Результат Никиты Муратовича 22. Пластично очень работает на крутике, то есть вот он старается отвечать по делу вот на эти условия мягкого свежего снега, не передавливать лыжу, но и при этом не забывать про агрессивность, про выталкивание, про набор скорости. Я смотрю, Аугмент, то есть вот этот лыжный производитель, который использует Новосельцев, он так пошел в народ, если на Кубке мира только там пара-тройка спортсменов работают на этом бренде, то вот здесь мы видим уже которого гонщика. У нас новый лидер. Уверенно дорабатывает свой спуск Михаил Новосельцев из Сибирского федерального округа и Иван Никитин сменяет его на дистанции. Поправка. Результат Михаила Новосельцева 66-60. Здорово, что мы можем видеть суммированное время на нашей графике и слышать попыточное время. Хорошие угловые положения обеспечивает Иван Никитин, спортсмен уральской команды. Закрывается, это выталкивается. Второй результат отставания от Новосельцева в 88 сотых. Хотя должен быть довольным этим спуском. Никита Богачев, тоже представляющий
Уральский федеральный округ благополучно проходит перегиб, хотя вы видите, что прямо пурга запуржила, ветер порывистый, местами такие очень плотные пачки снега носит. Многого можно и не увидеть. Ну, что делать? Повторюсь, условия есть условия. Опять же, если апеллировать уже даже не к Олимпийским играм, а к чемпионату мира, там трасса гигантского слалома была выставлена на трассе «Эклипс». Затмение, вот она такая и была. Она была абсолютно темная, почти черная. И Марко Одермат, который выиграл на гиганте свое второе золото чемпионата мира. Да, это все выглядело внешне весьма легко, но он подтвердил, что вот он прямо ехал исключительно на инстинктах, исключительно на чувствах. Видимости не было никакой. Другой разговор, что он обучен этому. 52 сотки преимущества у Никиты Богачева. Матвей Суменков, представитель большой дальневосточной команды, цепляется за флаг, но, слава богу, не теряет палку. Там как-то опасно вплоть до кисти. Старается пораньше здесь работать, чтобы не засиживаться в повороте, чтобы лыжи не вставали поперек, чтобы не терять скорости в этой позиции, потому что не наберешь потом скорость на свежем снеге. Ну и тоже надо отдать должное вот этой зарождающейся чувствительности, интуиции атлетической. Идет округло именно за счет того, именно для того, чтобы не передавливать лыжу, чтобы почище и потоньше было скольжение. Вот, молодец. Результат Матвея Суменкова. Новый лидер в нашей гонке Глеб Шустов. Кузбасский гонщик отправляется на трассу привычный по логике вещей к таким погодным протуберанцам. Очень своеобразное катание. Явно именно вот от своей органической координации движения он исходит, потому что, вы видите, еще он растет, еще такая подростковая диспропорциональность видна, длинные руки, корпус достаточно уже длинный, высокий. Понятно, что он еще будет расти, и для них, конечно, мучение, когда каждые там 4 месяца у тебя 2 новых сантиметра роста в этот период складывать биомеханику, потому что все время все меняется. Молодцом. Второй результат, но проигрывает немного. И, ну вот я не знаю, если мои слова хоть что-то означают, то я прямо отсалютую. Очень интересная биомеханика, и точно надо развивать сильные стороны. Борис Замалдинов представляет башкирскую команду. Ну и вот здесь вы можете на контрастах заметить, Замалдинов демонстрирует такое четко сложенное академическое катание. Ох, тут заваливается на внутреннюю ногу, но быстренько восстанавливается, поправляется, продолжает спуск. Вот это я имею в виду, когда говорю, что когда навыка много, он автоматичен, то тело само ищет изящный выход из кризисного положения. Вот у спортсменов, при всем уважении, там, из Узбекистана, Киргизстана, где объемов наката мало и навык сыроват, тело, конечно, не может так быстро восстанавливаться после ошибок. Жаль.
Жаль вот этого проигранного времени, но с другой стороны, для нас это говорит о том, что конкуренция плотная, даже вот такое молниеносное выправление все равно сразу приводит к двухсекундному отставанию. Так что борьба за медали сегодня будет плотная. Матвей Лесков из Дальневосточного федерального округа уже имеет тенденцию опустить ручку внутреннюю, завалиться на внутреннюю ногу, и поэтому поворот затягивается, он грязный, и затянутой дугой что можно сделать? Только по воздуху перекинуть на следующую дугу, и таким образом плодится дефект скорости. Но в совокупе достаточно было для того, чтобы побить результат Суменкова на 55 секунды. Алексей Тришкин, кузбасский горнолыжник. Стартовой участник под номером 124 Алексей Трищ, команда Кузбасс. Результат Трищ, простите. 66-85. Недавний призер, точнее победитель славной гонки Кубка Елены Панченко. Такая Панченко – это замечательная советская горнолыжница, которая выступала в поколении Жиров, Макеев, Андреев, Патрикеева. Отсюда она из Кузбасса, из Междуреченска. К сожалению, погибла достаточно рано в автокатастрофе. Ну ладно, о хорошем. По нолям приезжает Алексей Трищ со временем Матвея Лескова. Номером 118 Артем Щелоков, Кузбасс. Артем Щелоков, партнер по команде Алексея Трища. С преимуществом достартовым, которое он сформулировал на первой попытке, попытается отработать более эффективный спуск. Держится низко из стойки, хорошо режет. Небольшой оглядочкой на снег и ветер, то есть я могу себе вообразить, что там в хорошую погоду он как-то более раскрепощенный, жжет поактивнее, но что есть, то есть. Условия сегодня действительно сложные. .65 секунды дефицита от времени Трища и Лескова. Щелокова 67-75. Стартовал Иван Шадрин, Республика Башкортостан, номер 129. Иван Шадрин, башкирский горнолыжник. Штатно отрабатывает крутой отрезок дистанции. Здесь уже надо немножко переформатироваться, выпустить лыжки и работать поинтенсивнее. Вот у него местами это очень получается. Вот, молодцом. Появилось вот это быстрое круглое катание. Да, когда уже такие плотные результаты пошли, такая баталия за победу, то все время уже хочется видеть промежуточные результаты.
очень классно. Классно именно вот это переключение с такого очень надежного катания на крутике, где он попросту выживал, на эффективное, мягкое такое легкое катание внизу, где уже выположилось, и оно, конечно, пополезнее, поэффективнее на таком свежем снеге. У нас новый лидер Иван Шадрин, Павел Воротников из Москвы. Хорошо адаптируется к условиям и тоже начинает потихонечку ускорять ритм, разгоняться. Тут немного запаздывает он в правых поворотах. Повторяю, склон тут асимметричный. И молодцом встает в заднюю позицию, вот специально как будто выталкивая из-под себя лыжи, но не хватает времени. Второй результат. Шадрин остался небитым. Кирилл Новопашин представляет Уральский округ. Чуть-чуть оступился здесь, но восстанавливает раннюю траекторию. Вот здесь пораньше нужно. Попадает в порыв, чуть-чуть стаскивает его с оптимальной линии, но в целом он не обескураживается, а возвращается к привычному ритму. Опять же, здесь важно немножко облегчить давление на лыжи, уйти из этой нарочитой фронтальной стойки. Не получается. Очень надежно, ну и потому потеря скорости. Егор Харьков, представитель Москвы. Егор Харьков, Москва. На таких массивных углах, согласитесь, он работает, и крутяк тому является таким уместным аргументом. Важно, чтобы, когда крутой отрезок склона закончится, он бы немножко снизил давление на лыжи, позволил им скользить попросторнее. С точки зрения агрессивности, с точки зрения набора скорости, абсолютно все в порядке. Все эти элементы он знает, умеет, обучен. Ну и здорово, что в соревновательных условиях выполняет их. Третий результат. Вы видите, что по ритму и по отсутствию грубых ошибок исполнение было классное, но вот с адаптивностью тренерам придется разбираться. С адаптивностью к снежным условиям. Марк Степанян. Напомню, что Иван Шадрин до сих пор сохраняет лидерство. Ой-ой-ой, какая здесь пурга на верхних метрах горы Югус. Понятно, что не с самой макушки стартует. Все-таки макушка на высоте 550 метров над уровнем моря. Но все равно на финише, или так камера показывает, или так в действительности есть, там почти тихо. А вот стартовые метры сдувает метель. Шла сейчас левая рука, но он восстанавливается, восстанавливает стойку. Нервничают ребята, вот потихоньку начинает сбываться этот прогноз о том, что чем ближе к стану фаворитов, тем
больше ставки, тем больше нервозность. Ну, посмотрите, здесь почти тихо. Новый лидер, 32 сотки, он все-таки снимает с результата Шадрина. Стартовал участник под номером 111. Тимур Старков. Федеральный округ. Результат Марка Степаняна. Царьков, простите. 5:39. The result of Mark Stepanian is 111 is of course. Готовилась дальневосточная команда очень серьезно, но там не забалуешь. Для него это одно из двух важнейших соревнований нынешнего сезона. К сожалению, сейчас допустил сбой, но восстановился, правда, скорость, увы, потеряна. Что результат после первой попытки показывал. Здесь начинает запаздывать. Здесь нельзя этого делать, потому что вот это сочетание выполаживающегося склона и свежего снега сразу очень наказывает за любое опоздание. Александр Соколов, ну, лично мне очень импонировал во время первого заезда, потому что миниатюрный гонщик, он где-то на голову ниже Царькова, который только что ехал, но при этом, смотрите, запал абсолютно такой чемпионский, агрессивный. Не боится он и плохой видимости сейчас. Ну и решающим будет вот что. Пока в утрированной фронтальной стойке он работает. Видите, прям такая надвисающая над бедрами позиция и груди, и рук. Это добавляет контроля и надежности на крутых отрезках. Но вот тут уже нужно чуть-чуть открываться. Сумеет ли он это сделать? Сумеет ли он уйти в заднюю позицию? Да, потихонечку у него получается. Выводит все время лыжки из-под себя в конце поворота. Молодцом. Третий результат. Степанян до сих пор лидирует. Даниил Иерусалимов, кузбасский горнолыжник. Александра Соколова 66-53. Призер недавнего кубка Елены Панченко. Ой. Немножко зарезалась лыжа, но он быстро переложился на другую ногу, компенсировался. Главное не пугаться после этого инцидента и не уходить в глухую оборону, а переварить быстро и атаковать дальше. С виду не очень у него это получилось, но посмотрим по времени. Ну да, и время говорит о том же, что после этого сбоя, ну как психика реагирует? Ой, что это такое? Надо лучше контролировать. Ну и дальше мы видели конец поворота, он все время как будто вот такой с пробуксом, с тяжеловесным мешком камней. 5, 4, 3, Артем Гориславский. Дальневосточный горнолыжник. Ну, желаем ему чуть более легкой поездки к финишу по трассе, которая московским тренером выставлена. 66-73. Здесь пока он не использует динамику лыжи в конце поворота, то есть не расталкивает ее до ускорения, потому что когда мы попадаем в такую логическую точку поворота, вот акцент, апекс, все, поставили точку, да, перекладываемся в другую лыжу, то
лыжа нам дает ускорение, потому что она очень пластичная. У этого спортсмена не получалось, к сожалению, это делать. Он как будто бы подрывал конечную точку, стремясь побыстрее начать следующий поворот. Ну и отчасти здесь это же было причиной сбоя. Принят на старте 106 на трассе. Результат Артема Гориславского 67-16. Жалко, конечно, потому что была прекрасная возможность сегодня оказаться в призах у Артема. Ну и два сильнейших горнолыжника по результатам первой попытки. Тимофей Кильдюшкин, башкирский спортсмен, бронзовый призер первенства России в слаломе. Тимофей Кильдюшкин, Республика Башкортостан. И его визави Владислав Юрьевич, победитель российского первенства в самой короткой дисциплине слалома. Марк Степанян сейчас лидирует. Здесь таким двойным подцеплением на канта удалось пройти этот транзит. Но пока он при своем ритме идет. Хороший баланс, о котором мы постоянно говорим, между агрессивностью и скольжением. Давай, давай, интенсивнее, выпускай лыжи. Не получается, но все равно хватило времени для того, чтобы суммированно привести лидерский результат. Так, Владислав Юрьевич, красноярский горнолыжник, 65-24 во время первой попытки. Чемпион в слаломе, бронзовый призер чемпионата России в гигантском слаломе. Не просто всегда защищать свои лидерские позиции после утреннего заезда. Очень много беспокойств на тему, а смогу ли я, что я должен для этого сделать. Важно уметь отставлять эти беспокойства, и обычно спортсмены это научаются делать только к какому-то более зрелому возрасту. Пока классная работа. Ускоряется. Супер. Выталкивается в конце поворота. Все делает для того, чтобы пронести эту скорость до финиша. И 2 сотки не хватает ему до времени действующего лидера. Тимофей Кильдюшкин в этой баталии, которая является продолжением первенства России, одерживает верх сейчас. Результат Юрьевич Владислава 66. Ну их там, по-моему, то ли 8, то ли 14 сотых разделяло после первой попытки. Так что действительно нужно было работать точно. И повторюсь, когда ты лидер, это всегда не просто делать, потому что ты не только с трассы бьешься, не только со своим соперником бьешься, ты прежде всего бьешься вот контентом своей головы. 2 спортсмена у нас остаются в заявке. Абдалазада Икрамидин из Таджикистана и Никита Авдеев из Якутии. Они не попали в лучшие 30, поэтому сейчас дорабатывают уже за ее пределами. За пределами этой группы.
Ну что ж, трудно было на первой попытке, а сейчас, когда такая метель, пурга, туман, и еще того труднее. Так что приветствуем на финише. Результат участника под Работа номером сделана. 101. Никита Авдеев. Крамедина Абдулзада 87-44. Тоже очень аккуратненько, вкрадчиво заходит на крутой отрезок. Можно отпустить ручки с позиции горнолыжной спусковой стойки. В общем, палки придуманы за тем, чтобы на них опираться, чтобы быть балансом, чтобы как-то задавать динамику поворотов. В общем, для удобства придуманы палки. Но удобство – понятие для каждого абсолютно специфическое. Никита Авдеев воспринимает вот такую позицию точно наиболее удобной для себя, наиболее безопасной. Полтрассы позади. Ох. Выбрасывает его сейчас на отработку. Ну, так нормально. Прошивает этот сугроб, возвращается на раскатанный трек. А сейчас так на совсем хорошей траектории. Десяток ворот и финиш. Вот он рядом. Ну что, с почином. Все выжили, все молодцы. Первый день горнолыжного турнира Кубок игры «Дети Азии» состоялся. Ну и сегодняшние призеры: Марк Степанян, Владислав Юревич и Тимофей Кильдюшкин. Двое последних уже такие привычные друг другу соперники по представительным горнолыжным баталиям. Для вас работала Елизавета Кожевникова, салютую бригаде, трудящейся на месте, обеспечивающей нас всеми этими драгоценными информационными данными и телевизионной картинкой. Слалом, супергигант, командные соревнования – это то, что впереди нас ждет здесь, на склонах Междуреченска. Всего доброго, до новых встреч! Девушки, я на полянке, Ксения Подвигущенко.